ребятки, всем привет. Че, 3 часа, если чай Москва. Да нет, наверное, меньше. Два. Ну, я считаю, что еще на деревне я сейчас ехал до Сыктывкара. Короче, братва, что, как и говорил в предыдущем ролике, что намечается у нас такая серьезная, как сказать, даже не знаю, рыбалка, мероприятие, наверное, в большей степени. В общем, братулец, Пашка, собственной персоны. Короче, едем, ребята, едем мы на рыбалку и едем отмечать день рождения. У Пашки день рождения, короче, помимо рыбалки будет посиделки, наверное, в большей степени. Ты гитару взял, правильно? Нет? А куда я? Себе там попробую найти. В общем, что, по старой схеме, третий раз уже по той же дороге едем на базу, едем на рыбалку. Я, конечно, в шоке, что снега вообще нету. Труба у нас тут 1,5 метра, а здесь вообще просто, я не знаю, весна, осень, весна, как сказать. Но лед вроде есть, как бы, и должна рыбалка быть. В общем, ну, у нас тут, помимо меня, там едут ребятки интересные, так скажем, с кем можно познакомиться, пообщаться. В общем, через полчаса едет Паша, который подарил костюм, кстати, ребята. Он тоже туда едет. Будет Михаил, это начальник красивых жерлиц, так скажем, с братом, да, он приезжает. Вот. Серега с Твери будет. Короче, банда будет. Че пищишь? В общем, 12 часов, ребята. Приземлился, полет нормальный. Опять, как обычно, заложило, ничего не слышу. Но нормально, в общем. Все, летели. Нам что-то около 4 часов дороги. Но снега нету, что дождь идет. В общем, такие дела, ребята. Вот такое нестандартное начало ролика. Ну, короче, полетели. Что, немножко дороги, красота. Все, полетели. Впереди у нас, ребята, 5 дней. Будем кайфовать, будем выпивать, будем что-то готовить, общаться, ну и, естественно, рыбачить. Так что погнали. Здорово. Здорово, были. Я тоже носом еду. Фига, видал, как ровно, да? Четенько. Да, пизда вообще как Четко прям словились. Я думал, что помешать.
Так, братва, доброе утро. Время 5 час. Да, 4:12. В общем, ровно как уже 4 часа в дороге. В нашей банде добавились. Пашок нас догнал, ребята. С Череповца идет. Вот его машина. Прицепик, ребята. Снегоходик. В общем, у нас в эту поездку будет даже техника. Заправляемся. Заправляем машины. Заправляем снегоход. Осталось где-то около 150 километров до точки. В общем, банда собирается, ребят. Со всех уголков страны. Такие дела. Доброе утро. Время 6:30. У нас операция «Живец». Операция «Живец». Сейчас, да. Сейчас мы разберемся. О, красота какая. Красота. Сорога, да, чисто, да, получается? Да, чисто плотно. Угу. Да, вчера пойман. Зачем 2 субботы, воскресенье. Так, это тоже сюда, да? Да. Мы 2 емкости добавляем. Едем-то в обратную сторону? Да. Кто-то разгрузил? Да, ребятки, ну тут и зима. Я в шоке. В общем, тут местный в деревне. Ну, Паша тут знает всех. Наловил живца. Взяли мы плотвы 200 штук. Так, посмотрим, хватит, не хватит, так как у нас банда большая будет. Ребята завтра будут подъезжать, послезавтра. Возможно, еще будем что-то докупать. Короче. Все, едем, ребята, домой на базу. Такие дела. 20 рублей штучка, сорожка. Ну или плотва, как ее называют. У нас на севере сорога называют. Идет дождь. Ну тут еще хотя бы есть снег. Но реки поскрывались. Сейчас с парнишкой разговаривали. Он говорит, на льдине там рыбачу. Но скорее всего, говорит, сегодня, возможно, туда уже не зайду. Так, ну все, что, подъезжаем. Наш братан, знаешь, как приятно, когда возвращаешься в те места. Когда было здесь приятно тебе. Всегда приятно возвращаться. Да. Я вообще тут, когда вот тут уже еду. Все, ребят, заезжаем. Я уже здесь 3-й раз.
прошлом году зима-весна, и сейчас непонятно зима-весна в январе, в общем. Ну все, подъезжаем. Давай, давай, ломай под стол, заходи. Красавчик. Так, ребят, ну что, 14 часов, ребята, я здесь. Это не считая, конечно, самолета. Самолет делает красиво, 2 часа. Ну все, ребята, знакомая база. Здесь я был 2 раза. Вот. Ну так получилось, что 3-й раз будем праздновать день рождения. В эту поездку у нас другой дом. Обычно мы вот в этом домике с братульцом балдели. Ну а так как сейчас у нас 3, Пашка взял другой домик. В общем, здесь домики разные. Там 3 кровати. Здесь, в принципе, тоже можно было. Там есть диванчик. Ну, Пашка по красоте всегда все делает. Так что вот, ладно, разгружаемся, ребят. Потом рассветет уже ближе к делу. Встали, честно, и жрать охота. Поехали. Там набрал, конечно. Так, давай еще вот, можно сюда что-нибудь. Пакет есть какой-то, Паш? Чуть полегче там какой-нибудь. Легче? Да. Один палец свободный. О, пойдет. Вот сюда. Ага. Что продавец? Что-то хочешь взять? Что, живца возьму? Да, тащи. Ага, Беседку. Он работает там, нет? Жужжит, да, жужжит. Ничего, ничего. Смотри, зима. Зимой тут так красиво, когда снег. Это лечо с крупами. С гречкой, да? С гречей и с рисом делал. А вот этот способ сделать, если мои это все. Так, берите, и все вам привез. Оно приедет. Вот это все череповецкое, все сладости, которые самые лучшие считаются. А у меня камера. Вот тебе, блядь. Вот, Ваня, без сути. Я на хлебник, короче. Братанет, ты знаешь, что У меня тут камера. когда приезжаешь к тебе, И вода, брат. когда приезжаешь к тебе, все то же самое. Ну я Москвой порадовать не могу, Тамбовом, да. Москва нахуй всегда. Ладно, давайте. Ну, слушай, потихоньку начинает. Сейчас, Блин, 8:44, у нас уже давно светло. Вообще, У нас тоже сладко. да. Видишь, какая разница, да? Но зато здесь темнее будет, понял, попозже. Здесь немножко попозже. Здесь она 5, наверное, да, Паша, уже, да? Я уже не помню. У нас сейчас в 5 темнеет. В 5 у вас темнее. Здесь даже... Тут всегда почему-то светает поздно. Да, вы про это, что тут дольше, да? Ну, расцветает позже, темнее, Ну, да. темнее. А у Темнее, нас я не расцветает помню, но- раньше, а темнеет позже, Ну, получается. светает тут всегда вот так. А здесь же Смоленск рядом недалеко. Смоленская область. Там же
часовой пояс не меняется разве? Вот у нас проехали мы через Зимник до Перми 150 километров и уже на 2 часа разница. Представляешь? Мы едем, я время смотрю, говорю, а чё, говорю, тут все на рыбалку ночью едем, а чё, говорю, тут все что-то машины завели уже там. Тут 2 часа, они говорят, у них уже все, уже утро. А мы, я-то еду по своим, смотрю, 6 утра, а у них там, оказывается, уже 8. Офигеть, 150 километров, да? Вот так рядом как-то. Да, интересно. Чай пьем. Компот, компот, огонь. Как чай пьем, да? Сачко подналью, братан, немножко. Сачок, да. Наконец, нужен. Березовый. Обязательно. Там этикеточку покажи. Да, сачок, ребята, хороший. Братулец всю весну гнал. Столько банок взяли. О, какая штучка. Паш, что такое принес? Черный чемоданчик или ядерное оружие? Да, да, да. Никто не догадается. Что, все новье? Ну, зарядная, нет. Датчик приладим. 34-й. Вон, братан, видишь? Вон, смотри. Компьютер какой. Гармин. Ну да, у тебя, конечно, большой экран вообще. Это вообще здоровый. Угу. У нас в Череповце вот Эдуард делает. Fish ID компания называется. Вот барракуда, Все да? под ключ. Типа барракуда там что-то. Ну там скелет рыбы какой-то. Ну, как мишень. Да, да, да. Так и что это получается? Ну это не самый какой-то такой, да? Это Нет, самый дешевый назовем так. самый дешевый, да? Ну, из 12-го, из 12 диагонали. То есть это двенашка. Это идет 126, ультра 126, а потом идет следующая модель 1223, ну по понтове. Следующая идет 8612. Та еще понтове. Но отличается скоростью матрицы и пиксельностью назовем. Сейчас вот карты загрузим. Поделиться, где мы есть. То есть все вот эти рисовки, которые в Гармине есть, вот они все. Реки. Вот Рыбинское водохранилище. Рисовано все. С ямками, с буграми. Где вот мы ездим, ловим. То есть русло, вот они все отрисовки мои, где я катаюсь. Не будем детализировать, точки срисует. Покоя нет, видишь? Все изъебано. Ну да, он, видишь, все в это все ходят. А вот это вот кольцо, это вот глушилки у нас когда включают, GPS не работает, и он, как он правильно, как не инициализируется, а адаптируется, не, как правильно сказать. Короче, по одному и тому же кругу постоянно ходит со скоростью 152 км в час. Если ты здесь находишься, вот он гоняет. Ну это глушилки, это против дронов. А мы сейчас с вами... Где рисовка моя? Да. До чего пошел прогресс? Вот он здесь. Короче, будем искать рыбу прям точно. Да. Будем прям искать. Скорее всего, наверное, больше посмотрим места новенькие, красивые. У нас есть денечки-то, в принципе. Мы же не на одну ночь приехали. Так что посмотрим. Сташково, это ведь эта сторона, да? Да, да. Вот он остров, про Да. который мы разговаривали. Вот он детализирован, вот они. Ой, Бровки, косы. какая. Смотри, братан, как видно, классно. Четко еще. То есть мы с точностью до метра можем приехать и вот выставлять жерлицы прямо вот так. Ну или с паноптиксом походить. Все, я понял. А как он? У него сим-карта типа, да? Или как он? Нет, через Wi-Fi, через программу, через телефон соединяется.
как он правильно называется-то? С устатку голова не работает. Программа Active Капитан гарминовская. И вот оно переносится все данные сюда. Он перекачивает телефон в сообщество обратно. Так, ребятки, ну что, мы рассвело, выползаем. Что там? Подкрепились маленько, потихоньку. В общем, короче, тут у Паши такая штука есть интересная. Многие, наверное, в курсе, да что, все интернет смотрят, что такое Panoptix. В общем, ну, здесь будет в большей степени польза братульцу Пашке, потому что водоем как бы его, он сюда постоянно ездит, и посмотрим, проштудируем, покатаемся на снегоходе, побурим бунки, посмотрим. Ну, есть уже карта глубин, уже все сделано, вот, возможно, что-то будет интересно, ребят. На улице ветер страшный, вообще не знаю, что как будем делать, что. Дождь, ветер, снег. Короче, будем выезжать, будем смотреть, что будет получаться, будем расставляться, как-то закапываться, не знаю, такие дела. Ну все, что, будем пробовать, поехали. Термосок. Потихоньку собираемся, ребята. Ну чё, блин, это так оно и есть. Что-то все новое, что-то какие-то подарки. В общем, ребята, у меня новый костюм. Это вот Паша, который, помните, вы смотрели, он мне послал Алискана нового. Ну, я, кстати, надевал его на термуху, померил, вроде как нормально. Ну, взял специально, одел флисочку, не флисочку, ну, то бишь толстовочку просто одел. Пошел, вышел попробовать подвигаться на улице и чувствую, что как будто маловат. Короче, Паша, говорю, что делать? Ну, короче, не подошел, говорю, блин, обидно, говорю. Да нет, говорит, все нормально, есть, говорит, выходы. Отсылай, говорит, мне его обратно. Этикетки не снимал, ничего. Да я говорю, да я там вообще ничего не потел даже в нем. Вот, и, короче, он сделал новый и привез мне сюда его. Вот, ребят, новый костюмчик. Он совсем уже другой. Ну, вообще классный, классный. Блин, такой как будто бы объемный, но он очень мягкий, теплый. Класс. Вообще. Протулес шапки привез всем, короче. Вот такие аляски. Короче, тут, блин, вообще, ребята, движуха такая полным ходом. Одеваемся, что-то тут показываем, что-то тут все. Пацаны тут навезли туда-сюда, паноптиксы туда-сюда, блин, короче. Время идет, а мы еще на льду, короче, не на льду. Вот, ну ладно, это нормально. Заезд, я считаю, должен быть таким. Вот. А так все четко. Вот здесь у меня штаны, ребята. Куча, короче, солений. Тут банки затарили, там. Короче, нормально. Заехали мы круто. Вот. Все, ладно, поперли. Не знаю, ребят, ушанка что-то мне вот не идет по поводу одежды. Я постоянно, видите, вот когда вот даже работаю, чем-то занимаюсь, вот так. А потом как что, я вот так делаю, потому что я слушаю, ну, слухаю. Мне должна быть слышимость, в лесу должна быть слышимость. Ладно, поехали, ребята. Время бабки. Так, ребят, тут такая беседка. Ну, можно в каждом домике, в общем, беседки есть. Вот, сегодня мы в 10-м. Раньше мы жили вот в том 11-м. 2 раза я с Пашей был. Вот 12 и 10 это новые домики. Почему решили не в том? Потому что там 2 комнаты с кроватями и на кухне диванчик. Ну, Паша решил спать на кроватях. Здесь кровать и на 2-м этаже тоже 2 кровати. Вот, у нас 200 живца. Сотка тут. И здесь на пауэрбанке. И здесь, ребята, на пауэрбанке тоже соточка.
Ну, все живые. Сейчас беру бочку вот эту. Погнали. Братан, как правильно грузить, не знаю. На тебе место там по ноге оставь. А все остальное сюда и живца. А давай тогда чемодан туда снести. Можно сюда, Паша, что-то убрать. Целый кофр. Только не живца, жерлица и что. Сейчас гляну. А ящик-то нужен? Блядь. Да вообще, в принципе, нет. Там аккумы только достать и шурик. Просто паноптик еще поставить нужно. Ну пусть инферк кинем. Ой-ой-ой, какой слип, ребята, у нас тут хреновый. Снега нету. Все открылось, камни. Ну все, мы на льду. Вот такой ледик. Весна, январь месяц. Охренеть. Да. Дела, блин. Воды, ребята, в море, конечно. Загрузили барахлишко. Едем, короче, проверять. И нам нужно найти какой-нибудь заезд более-менее. Потому что, ну, это не дело вообще. Ну, погнали. Проверяем костюм, ребят, на прочность. Вода тут просто. Это просто жопа, ребята. Смотрите. Просто плыли, ехали. Снегоход, конечно, мощный. Пашки. Очень мощный. Ветер, не знаю, слышно меня, не слышно. Утром еще был снег. Ё-моё. Полная жопа. Сейчас посмотрим, какой лед. Смотри, лед сухой, да, Паш? Да. Классный лед. 20. Хороший, да? Да, сухой, даже без слоистый. 25-27 сантиметров. Вот это лунка на леща, блин. Слушай, вот такой вообще прикольный. Так, ну где-то 27, под 30, да, наверное, где-то будет. Вот лед. Ну да. Ну да. 30. И сухой, нормально, смотри, не слоистый даже. Ну вот это пиздец. Да, нет, новый подставлен. А если будет сильный ветер, то они попадают. Ну нам тут сегодня и завтра половить, потом опасно будет. Наша точка, вот где трещина идет. Вот видите? Вот там, да? Да. 183 метра рисует. А там, По смотри, мелику идет как раз. Вот мы сейчас вдоль нее и попробуем. там, смотрите, там волны идут, смотри, видишь, не?
Братан, ты волны тут не видел. Я их видел на Новый год, нахуй. Это хуйня еще. Братик. Сейчас будем ловить, походу, блин. Будем? На вибы, блин, рыбачить. Не, ну приехали чуть-чуть. Ну, Пашка будет на вибы учить нас рыбачить. Ё-моё, ну лед, да, лед нормальный. Ничего тут страшного нету. Но его жрет, конечно, капитально. Даже днем. Нашли здесь точку, ребята, ну а что толку? Жерлицы в такую воду не поставить. Ой-ой-ой. Жесть. Нормально приехали. Лунку, ребята, смотрите, что творится. Просто. И лед, ну да, в 2 раза меньше. Завтра майном будет здесь. Нет. Я такого еще не видел, честное слово. Честное слово, здесь не видел такого. Ребят, смотрите, что делает. Завтра здесь будет просто дыра. А вот мы как раз здесь нашли точку. Жопа, ребята, полная. Попали, короче, мы вообще. Да. Ну и что делать? Будем пробовать искать береговые места. Возможно, будем ловить леща. Вот не точно. Слушай, ну Все, побежал. сколько думаешь, Паша, такое? Да, душка, наверное. Да? Ага. Смотри, как жестко быстро побежал. Уже на 21, на 23 ушел уже, все. На 22. Вот висит. Ну, это где-то, может, грамм 700. И главное, Вот, на, смотри, еще один всплыл. вот это, да? Ага, вот судачок попался. Ты что, судаков там много, блин. Слушай, они что, вот так стоят, блядь? Не, это просто он, когда А. плывет, Понял. немножечко искажается картинка. Понял. Встал. Это тут на капитально. Прикольно вообще. Интересно. Во-во-во. Раскальзывает.
Паша отодрался. Ну что-то этот. Ты видишь? Плохо видно. Пошел. Не-не-не-не. На дно ушел, да? Не-не-не, рядом прям. А там справа от него еще кто-то? Пошел туда, подымай. Блять, не хочет, смотри. Сейчас ударишь его. Ну что, что-то будем делать. А делать будем мы. Делать будем мы красоту. Красоту будем наводить. Ну, если надо, табу возьми. Понял, хорошо. Сейчас я тут разберусь. Ох, ребятки, ну что, будем пробовать. Дождь херачит. А? Давай сейчас посмотрим. Ну, 10-ку заряжаем, наверное, здесь. Буду в таких карманах бурить. Меньше воды. Меньше воды. Сейчас посмотрим. Оу! Да, там он. Жесть, конечно, погодка, ребята. Ну ладно, что. Надо что-то делать все равно. Да? Братан, где пробудешь, я там не знаю. По прямой баке. Ну вот тут везде трёх. Короче, ребят, решили поставить жерлицы. Ну, сейчас хотя бы прикинем что-то к носику. Тут хотя бы меньше воды. Еще такой снежок есть. Но снимать, ребят, вообще невозможно, потому что идет дождь. Жалко оборудование. Короче, выставимся, а там посмотрим. Но сегодня невозможно ничего делать. Точку там интересную нашли. Есть рыба. Там вода. Дальше проходили. Где-то видели бель. Где-то видели судака. Но там тоже не важно. Здесь более-менее, но нет снега. Ну, короче, будем что-то делать. В общем, что. Приехали раз, ребятки. Так что давайте работаем. Пока выключаюсь.
Видел? Огонь, да? Кажется, он везде может что мутить. Да. Хорошо. Здесь даже надпись, понял. А здесь это. Приехали на базу. Ну, короче, побросали. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Где-то меньше воды, где-то еще снег какой-то есть. Потому что лунку буришь и прям в водоворот. Вот. Решили пообедать, приехать. Вот. Ну и опять же будем покушаем и будем разведывать дальше. Ну и что-то где-то доставлять жерлицы. Сегодня хотя бы выставиться. Так что запланировано. Ну мы хотели, блин, новые места, ребят, попробовать. Но вот сами все видите. Моет лед. И чтобы вы понимали, завтра, послезавтра, там, короче, все вот такая погода. Плюс 5. Екать. А хотя планировалось, мы смотрели, что даже небольшой минус будет ночью. Ну вот. Выезжали. Отсюда еще был снег. Снега уже нету. Снегоход стоит вот у нас на льду. Вот. Ну, еще, ребят, информация, что ловят леща, конечно. Можно будет хотя бы на удочку побалдеть. Ну, у нас время есть, разберемся. Короче, поехали обедать. Что-нибудь перекусим по-быстрому. Горячего и обратно на лед. Ой, 3 кастрюли. Там пацаны говорят, ну что, пацаны? Сегодня, ребята, каша перловая с лосятиной. Быстрое приготовление на завтрак, на обед, на ужин, с рыбаки было. Лосяшка. Огонь. Пирожочка. С лосем. С лосем, да? Капусточка домашняя, честно. Делаю с маслицем и с лучком. Крышка где-то валяется там где-то в собаке. Я вас предупреждал. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Так, взяли. Все, ребят, что, поехали. Перекусили. Попили чаю. Поехали дальше. Искать, работать. Ну, время мало осталось, конечно, светового, но ничего. Идет. Блин, ребята, лед, снег тает просто на глазах. Сегодня еще заезжали, здесь еще снег был такой более-менее. Проезжали, все, нету ничего. Да, печально. Придется будет сюда прицеп затаскивать машиной и снегоход уже вытаскивать. Ну это посмотрим. Ладно, едем смотреть новые точки. У нас вот там где-то выставлено. Сейчас будем пробивать сюда ближе, в ту сторону. Такие дела. Решили сначала Вот я доставлял где сюда. заехать на точку, где поставили. Здесь получается Паша 10 штук поставил, а мы с братульцом 15. И у Пашки 2 сработки. Брат, давай делай красиво. Вот сработочка, натяг, полная вымотка. Ладно, покажи, как лунки размывают. Натяг стоит вообще на. Лунки моют капитально, да. Ну что?
Смотри, как Ничего. воду. Ну ладно. Не, За воды не может вот так вот? так вряд ли, Андрюх. А нет, да, хавал. Да. Угу. Как Есть, ты говоришь, хвост. есть удары. Паша вот делает вот такой способ, ребятки, смотрите. Маленький крючочек и большой. Такой вариантик. Да, удар. Капитально. Да, вон крути. Хвост, видишь? Хвост, да, ну. Угу. Ладно, что. Прикольно. Блин, Нет. Смываем. Смываем в блин, унитаз. полная вымытка была. На тебя Смотри, что стояла. тут творится. А что завтра тут будет? Вообще же. Ну будет где-то полметра дыры. Ебать. А Джельс не утонет нам? Утонет, утянет. Ебать. Ну в надежде то, что вот сейчас бассейны эти уйдут через ломки. У нас пока тишина. Вот Пашка здесь. У нас ночью все. Да, Пашка здесь как раз вот именно ходил по Ноквисам, видел судачка. Вот как бы здесь так частично набросал. Ну, мы посмотрим. Ну, говорит, здесь есть судак. Ладно, так, что, живца, встаем. А по последнему льду, когда вы рыбачите? До мая почти. Ебать. Вот и можно ехать, братан. Я тебя встречаю, и мы поперли нахуй. Ну, в этом сезоне не знаю, что такое. У нас дохуя планов просто, блядь. Не, ну сгонять-то можно, почему нет-то? Если Вот дома, на Воже ловят, бывало даже до 9 мая. если дома и рыбачат, братан. Да, давай. Может тут поклевка, ну ладно, ну что может. Не, Андрюх, давай вот так пройдем. Да, и туда буквы Г зачем поклевку. Братан, делай на островках. А? На островках старайся делать. Паша, ты сколько от дна поднимаешь? Бля, я повыше. Я поднимаю 4 минимум. 4-5 вот так поднимаю. Я всегда так делаю, Паш. Ну. Ну все, закончили на сегодня. Хорош. Трудовой денечек, ребят, с дорогой. Тяжеловато, конечно.
так-то, в принципе, что можно сказать, тяжеловато, да? Шуруповерт, снегоход. Ну, вот, ребят, буль-буль. Короче, воды очень много. Ну, потыкались. Посмотрим, ребята. Вон 2 сработки получается у Паши. У него интересный монтаж, он ложит на дно. Поводок у него флюорокарбон 40 сантиметров. И двойники такие интересные. Большой и маленький. Ну, на судака. Он у судака у себя вот ловит. Так. Короче, такие дела. Все. Сегодня задачу минимум выполнили. Мы добрались. Лед есть. Снега нету. 2 поклевки. Это хорошо. Все. Будем высыпаться. Впереди много дней. Рыбалки. Такие дела. Лещ. Охота леща половить. Блин, не пробились мы, конечно, туда, ну ладно. Все, ребятки, на базу, наверное, поедем. Темнеет уже. Дополнительно, ребят, вот в таких местах будем лунки, чтобы слить воду. Вот, смотрите, что творится. Просто жесть. Хоть немножко, чтобы полегче здесь было. Вон, ребята, плавает 8 метров в ту сторону. Вон. Судаков очень много показывает. Мы сегодня побороздили. Он такой, не знаю, килограмм-то точно 1,5. На глубине где-то почти метр от дна и в ту сторону 8 метров. Ну, короче, они здесь ходят, тыкают вон. Но не берут нифига. Судаков много находили сегодня. Куда-то пошел. О, отчетливо видно. Вот выход по ходу, друзья. И у нас работочка. Судаков много. В этой локации много судака. Прям много. Смотрели мы. Но он не берет почему-то. Он вялый какой-то. Бодает что-то, бодает. Сработка есть. Ну, держит, ну. О, захапал. Забрал, братан. Перевернул. Перевернул наконец. Пошевелил я его. Да, ты его этот подразнил, короче. Вот, ребят, пассивный судак так клюет. Вот чуть по чуть. Какой, конечно, интересно он там по размерам. Может, получится его цепануть. У нас двойники тут стоят. Вот что делает. Зараза какая. Вот как на камере прям еле двигается. Так вот сейчас, да? Тянет. Ну, вроде уже как бы этот. Пусть. Попер уже. О, ну, скорее всего, забрал, братан. Пусть. Полный, братан, полный. Что полный? Бери, секи его. Не. 100% нет. Пусть мотает. Да, все, он взял. Что, выплюнул, да? Мне кажется, да. Попробовать, наверное. Да? Конечно, попробуем что-нибудь. Попробуем. Может, если что, попробую, пробьем, братан. Уже пробьешь ему челюсть. Поймал, что ли? Да что-то есть. Ух ты, ё-моё, он заглотил уже давно, братан. Смотри, рук вырыгнул. Жесть. Давай отпускай. Как-нибудь. Смотря. Ну что, двойники рулят, ребята, все равно. Кто бы что ни говорил.
Зараза, клыкастый. Не берешь нифига? Да, в шахте. Ну, видишь. Инструмент надо. Вот Может, первый, попробуем. первый судак, ребят. Что попробуем отпустить? Пойду скажу. Вот. Что-то ночные. Заглотил крючок-то. Да, заглотил крючок, но не крупный, ребят. Пацан. Сорожку. Хаваном, блин. Попробуем что-нибудь замутить. Блин, панопсик, ребят, прикольная штука, конечно. Сейчас Паша наблюдали, да? Прикольно, да. Сейчас прям за вибом шел. Прям кверху поднялся. Ну нифига не тыкает. Что-то оборачиваемся, у нас подъем. Ну хорошо жаждется, видны. Вот прям. Где загар? А, Вон прям здесь. да? А вон у Пашка тоже подклевка. Вон, видите, ребят, вечерком вышли бандиты. Щемят. Потихоньку. Щемят потихоньку. На эту же жерлицу. Да ладно. Да. Сейчас недавно тут, который судачок был, ребят, пришлось забрать его. Заглотил он, зараза, капитально. Это такая же история. Ну такая же история. Сейчас круть. Нет уже там ничего? Да. Угу. Да, на дне уже. Малыши. Карандаши, походу. Ну я тут залез. В плане того, что из 12 желез стояло 7 или 8. Одну тысячу точек, понял, вот здесь вот давилось еще. Понял? Помочь ему? Братан, когда уже водку будем пить? А? Не, по компотику. А, понятно. Баночки закатные. Да. Вот это так. Волевой двигатель. Домашний продукт. Ну слушай, вот пахнет приятно очень. Пахнет очень круто, да. Вообще просто бомбит и пахнет. Ребята, доброе утро. Ну что, тульские приключения продолжаются. Мы уже проснулись, позавтракали. С братульцом, ребята, знаете, как на курорте. Братан говорит, вставай. Яичница уже пожарена. Короче, все шикарно. Покушали. Все, собираемся, ребят. У нас приехали гости. А гости, ребята, интересные. Приехал Миша с братом. Миша — это тот человек, который делает и изготавливает именно вот эти жерлицы. Вот эти крутые, интересные жерлицы. Вот, я, наверное, пообщаюсь сегодня с Мишей, и будет, наверное, даже будет правильнее, чтобы Миша рассказал вот об этих жерлицах. Вот он сделает конкретно обзор, сам изготовитель, сам хозяин, начальник, так скажем. Вот. Ну что, вчера выставили жерлицы, ребят. Потыкали там. Обстановку сами все видели. Так что такие дела. Посмотрим, что получилось. Ну и готовим прикормку, ребята.
Будем пробовать на удочке посидеть, на леща. Ну, что-то будем разведывать. Так что давайте, ребят, начинаем. Поехали. Так, что тут у нас, ребят, как по живцу? Бочки закрываем. Тут на базе много котов. О, великолепно, ребята. На базе много котов. Они, короче, знаете, какие матерые, что открытая бочка вчера у нас была. И они прям просто ловят с бочки, на то матерые. Поднабавлю живчиков. Мало ли у нас сработки. Плюс ребята у нас приехали, у них тоже им живца нужно. Так что запас должен быть. Не, ну как бы вернуться-то не... Ну, можно на базу, но лишнее телодвижение ездить вот это по такому льду нафиг оно надо. Живец, конечно, огонь, ребята. Вообще шикарный. Жалко снега. Ай! Как серпом по яйцам, да? Жестко, жестко, но... Так, первая банда, ребята, у нас поехала на лед. Зимой, я был весной, но был снег, а вот сейчас вот все побережье, в принципе, растаяло уже. Такой крутой берег здесь, конечно, как этот, как, братан, в Карелии, понял, где-то. Ага. Такие камни, валуны, вообще шик, блин. Вот здесь прям летом, прям отсюда фидерами ловят леща, прям хорошо, неплохо. Сюда как-то буду приехать, вот попробовать, потому что леща здесь очень много. Чего? Водички нормально ушло. Ушло, да? Ну и хорошо. Вчера прям в воду, прям в лунку буришь, прям все туда. Как в унитаз, знаете, спускает вот так же. Мы вчера там еще где ставили лишние лунки, специально делали, чтобы уходила вода. Посмотрим, как у нас там на месте. Шикарно, погода, тепло, блин, вообще кайф. Так дышится прям, как будто, ну, как весна самая настоящая. Блин, круто. А где-то за 2000 километров сугробы, ребята, под 1,5 метра. Ну, в принципе, погода не морозная, но все равно. Но март у нас обещают в Коми очень холодным, и 40. Так что тут непонятно. Скорее всего, будет запоздалая весна и будет холодное лето, скорее всего. И будет много воды, ну, у нас именно по половодью. Ну, с одной стороны, тоже вода хорошо. Ладно, что, ждем, ребята, машину и будем смотреть наши сработочки. Я думаю, они есть. Че там, Паш? Да ладно. Все жерлицы в лунках, вот такие дыры. Да ладно. Да, и ваши, и мои. Серьезно? Да? И нет загара? Один вроде. Серьезно? Ну там половина валяется в лунках. Плавает. Непонятно, да, короче, даже. Нет, так они не сработавшие. Потому что утонувшие. Там дырки такие прям. Серьезно? Нырять с головой можно. Грузимся, поехали. Зато сухо. Воды нету, да? А, Да, вода ушла, бля. Ну да. Плохие дела, бля. Это хуёво. Плохие дела, ребята. Очень плохи.
Помимо того, что сработок нету практически вообще. Загар вон там. 2 загара всего. Один у Паши, один у нас с Пашей. Паша сейчас посмотрел, даже вымытки нет. Ну, опять боданул и все. Что-то не нравится, короче. Хотя вот вчера смотрели, Panoptix. Судак есть. Есть рыбка. Не берет. Не хочет. Вода вообще ушла вся. Практически. Вчера здесь воды было. Все, высохла воду. Такие дела. Ребят, показалось. Один загар был, получается. Посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Слушай, это не размывает нас. Нормально, да. Посмотрим, как все идет. Живец. За столько кислорода, мне кажется, что там все нормально. Вчера столько кислорода зашло. Да, хоть? Да, готов. Его кто-то еще бил, что ли, блин. Готов. Готовченко. Неужели они все так? Сейчас пойдем дальше посмотрим на другую. Да. Пойдем другую посмотрим. Вот эту. А почему так-то как? Вчера поставили-то вечером. Брат, я не знаю, когда. Очень печально. Вот тоже, да, с другой стороны карась, да? Карась себя пободрее ведет. Конечно, он стоит. Живет, блин, но. Я уезжал, когда на Новый год. Он у меня так и простоял все дни, карась. Живой был. Вот дочка отпускала их. Весело. А, живая, да? Это живая. Она уже... Ну так, знаешь, понял. Но из последних сил, как говорится. А вот, дергается. Не, дергается нормально, братан. Какие-то, наверное, живые, какие-то мертвые. Бля, ну это вообще как? Нашли место новое, не буренное. Обычно мы 2 года, когда я вот к Паше ездил 2 раза, мы стояли вообще вот там. Рыбалка была. У нас валяется одна только. Ну там может быть флажок, братан. Понял. Пойдем сходим до нее посмотрим. Плохие дела. Знаете, такие чувства сейчас такие, знаете, непонятные. Что делать-то? Я даже не знаю. Ну ладно, берем, переставляем. Куда? Мы вчера насорили. Там, тут и там. Ну, как бы относительно взяли большую площадь, поставили энное количество жерлиц, чтобы понять. Вчера, когда вечером мы здесь находились, у нас здесь были поклевки. 4 подъема. Одного небольшого маленького мы поймали. И все. Сегодня должно быть какое-то понимание, в какую сторону нам топать, продвигаться. Приехал Мишаня с братом. А куда ставиться, непонятно. Да. Вот это рыбалка, ребят. Это рыбалка. А то она интересна, конечно, с другой стороны. А с другой стороны, бывает, что вот немножко неприятно.
Ну ничего. Будем что-то вот. Рыбка есть. Просто висит. Даже не лежит на дне, а висит. Метр от дна. Кислорода хапануло вчера много, да, и висит. Смотри, братан, висит рыба, понял. Да хуй она висит, тут она должна в луну лежать. Ушел уже за 19. Я стоял уже, привык к той же воде. С утра тут вылез. Вот и стали интересно. Как тебе беда? Вот сюда надо ехать. Вчера пробились, как все приехали, вроде сначала все нормально, а вторую просунули, там лед меньше 15 сантиметров. Задняя сверху уже подсела. Поклевочка. Утречная. Реально проще потом выкинуть, чем отмыть вроде, да? Да. О, нормальная тема. Пусть. А, у тебя же это. Тебе можно так сечь. Что там? Че, брат, даешь? Щучка. Че, прям так, что ли? Да нет, у меня же поводков-то нет, леска. А, у тебя... Особо-то, да, не наиграешься с ней. Че, щука, да? Да, щука? Да кто сейчас, конечно, щука? Да по повадкам сразу чувствуется. Короче, уху даешь, да, братан? Подожди, под руку не говори. Давай, делай красиво. Какая двушка? Тут есть хороший. Ее там струей прибивает просто водой. Да, может я вот здесь струю выделаю, Да. как в унитаз смываешь. Да хорош уже нянчиться, доставай. Сейчас точно срежет. Да у него там леска. Контент делаю. А мне отсюда что? Ох ты, блин. Красавчик. Молодец. Такой кило 200 пойдет. Полтора. Да. Нормально. Четко, второй. Второй. Там же лежит у нас, да. Ну все, уха будет. Класс. На день рождения. Налиму жареные на обед. Да. А ты не обсаливал вчера? Нет, я специально солил. Ща огонь. Он вышел, да, смотри. Ну, днем взял. Соблазнился. Да. Я тебе говорю, он зашевелится сегодня, он здесь есть, мы же видим его. Вот есть смысл видно, блядь, чуть-чуть сегодня. А может их вообще тогда не трогать пока? Раз они вчера ничего не показали, смысл их двигать? Но надо переставлять, потому что дырки, посмотри какие. Да, я говорю, с дырок сдвинуть, блядь, прям рядом. Ну вот, какой-то, ребята, соблазнился. В общем. Ну, у Паши там постановка своя. Парень занимается судаком плотно. И, в общем, у него там длинный поводок, грузило
топорком. В общем, у него там постановка своя. И, ну, может быть, даже и работает, видите, ребята. Хотя мы вот так прекрасно вот в таком положении ловили судака. Хотя мне тоже многие пишут, что вообще одинарник. 5-е, 10-е. Короче, у каждого своя тема. Ну вот, что первый есть. Вчера небольшой, ну, конечно, нам таких отпускать, но он вчера залопал. Ладно, что, пойду, наверное, половлю подлещика, ребят, на удочку. Он здесь есть, клюет. Мужики ловят хорошо. Но охота, конечно, жерлицами заниматься. Надо героев своих в лицо знать. Вот хочу познакомить вас. Вот это как раз Мишаня, который делает жерлицы. Что там, привет, скажи всем. Всем привет. Покупайте наши жерлицы. Только в маленьких количествах. Мне уже надоели, пиши, сделай, говорит, обзор. Вечером поговорим по этой теме? Да, обязательно. Ну, к чему ты пришел? Покрутим, мы сейчас одну ставить не будем, мы ее прямо оставим. Все, и ее разберем там. Ну, сегодня ветрено, как бы на льду это некрасиво будет. На льду нет. Дома, да? Мы одну выставлять не будем, а оставим и все. Покрутим. Четко. Может, сломаем. Да? Потом, ну, покрутим ее. Понял. В общем, вот, ребята, вот герои наши. Молодцы, пацаны. Все четко. Есть мысли там. Есть мысли, да? Да, расскажем. Постараемся рассказать, если не забудем задний. Ну, все, понял. Все-таки отдыхать приехал. Ну, конечно. Так, ребят, ну что, утрянку отстояли. Сработок больше нету. В общем, вот загар был утренний. Все-таки соблазнился один. Мишаня, пошли с братом жерлицы ставить, выставляться. Ну что, мы решили, ну что кататься. Он весь везде есть. Мы были там. Пока мы сюда шли, это около 2-3 километров, мы бурили лунки, смотрели, есть судак, есть какие-то места. В русло опасно, очень много воды и очень тонкий лед. 15-10 сантиметров для снегохода, для такого здорового, мощного снегохода, тяжелого. Ну, это опасно. Вот. Здесь, в принципе, судак есть, он висит здесь везде, ребята. По 3, по 4 судака Panoptix показывает. Так что, возможно, просто он не берет, ребят. Ну, невозможно, он не берет. Мы думаем, что вчера очень много кислорода в лунке зашел с водой свежей. Прям водоворот, прям струя туда. Сейчас немножко рыба, наверное, в шоке. Ну, знаете, такой момент, когда городской житель приезжает в лес, там, не знаю, и у него начинается кружиться голова. Здесь такой же момент. 2 пашка поехали на базу за сковородкой, за газом, за прикормкой и за налимом. Пашок привез налима свежего, поймал недавно. Обедать будем на льду. Вот. И я сейчас буду, ребят, разбуриваться, кормить лунки и пробовать ловить бель. Сорога, лещ, подлещик. Потому что, ну, местные тут как бы, Толя у нас тут руководящий, так скажем, он говорит, что местные леща ловят. А лещ клюет нормально. Половим на удочки, короче, ребят. Такие дела. Завтра у братульца день рождения, завтра праздник. Так скажем, возможно, никакой рыбалки не будет. Вот. Ну, завтра, возможно, завезем палатку рядом с базой, поставим, закормим и потихоньку будем что-то ходить как-то так. Потому что на жерлице пока рыбалки, ребят, нету. На Вибе вчера бегали. Дождь, правда, был вчера, особо не снимал, но у нас были пару подъемов, прям видно было, прям судак идет за Вибом и просто обратно отпускается и ложится на дно тупо. Вот такие дела, ребят. Так что сейчас погнали кормить лунки. Привезли мотыля. Так что будем пробовать. Все, поехали на бель. Нет судака, значит будем бель брать. Ребят, ну что, я погнал. Вот тут мужички подлавливают. Потихонечку. Помаленечку. Ох, ветрище-то, ё-моё.
Доброго. Чё, как? Пока никак. Пока никак? Ну, по Судаку тоже тишина. Кислорода вчера накидало вообще в воду. Фонтан прям в воду. Может, немножко в шоке рыбка. Понятненько. Ладно, посмотрим. Так, ребят, ну чё, попробуем, как говорится. Где-нибудь встанем. Ну, тут вроде как полавливают по тихой грусти. Помаленечку, по зернышку. О, по копеечке. Ну, тут пробурим. Покормим. Так, ребята, это 200-й шнек. Пластмассовый у Пашка. Бля, денег стоит, конечно, кучу. Но зато, ребят, делает красиво. Это 200-й, ребят. Пашка брал его под панель специально, потому что датчик не улазит. 130. В общем, даже держать не нужно. Тут есть направляйка. Получается, я могу, ребят, рядом прям впритык сделать еще одну лунку. Короче, можно сделать майну им, чтобы вы понимали. Такие дела. Так, что набрал всякого интересного, так скажем. Ведерко даже взял под прикормку. А вот шумовку не взял. Ну, в 200 любой лещ залезет. Так, что у нас, ребятки, здесь есть? Мотылик. Мотылик. Здесь у нас какой? Здесь у нас насадочный. Ладно. И у нас кормового вроде тоже нету. Вот этот плохой. Уже гниет. Надо его прям брать, дело делать. Угу. Плотва река. Плотва река, ребята. Сейчас закормим. Луночки постоят, немножко отдохнут, и можно рыбачить. И забодримся этим мотыльком. Такие тоже сложимся, бумага сырая. Бумага уже сырая.
вот вкусняшки, ребята. Тухлятинки. Туда это все. Жесть, конечно. Сейчас помою здесь все вот это дело. Вот его мотыля туда, ребят. Течения здесь нету. Так что нормально. И все. Шарики сделаю. Будем закармливать. Больше никак не, по-другому никак не сделать. Он уже все. Это на выброс. Это, ребят, на выброс. Вкусняшку сделаем. Шарики. Давно я прикормку не мешал. На улице плюс. Так что нормально. Потом чуть-чуть по чуть добавлять будем. Опа. Опа. Такие дела. Парни жерлицами занимаются. Короче, ребят, из жерличника в лещатнике. Ну что, надо разнопланово делать. У меня, допустим, леща вот так не половить. Здесь вообще можно шикарно рыбачить, балдеть. Все. Ладно, что, поставим снасти. Так, ребят, это, конечно, у братульца. Пашка заказывал. Парнишки. Вот он делал ему под заказ, короче, специально лещевые снасти. Вот здесь у нас получается подставочки есть такие интересные. Вот. И получается два поводочка, я так понимаю. Такая удилка. Здесь у нас подставочка. Только не знаю, куда она вставляется. Сюда, наверное. А, вот так. Сюда она вставляется. Поплавочек. Вот. Один отвод здесь. Сверху бусинка грузила. Она полграмма. И здесь. И крючочки овнер. Все. Блин, пучковяза нету, ребят, конечно. Хреново. Ну да ладно. Блин, как я давно с мотылем не работал. Это просто жесть. Поехали. Давно я уже, ребят, не работал с такими деликатными вещами. Насаживать пучковяз, конечно, круто. Раз и готово. Так.
Первый, в принципе, пойдет. И второй поводочек. Раз. Ну нет, еще руки помнят, ребят. Мотыль не текет. 2. 3. 4. 5. Все, ребят, первое есть. Поехали. Метра 4, наверное, здесь, ребят, на локации. Все. Нашел глубину. Сейчас выставляем поплавок. Вот так можно его немножко утопить. Чуть-чуть приподнимем, наверное. Вот так вот. Отлично. Все, остатки подматываем. На удочке, конечно, огонь, да. Все. И затягиваем. Подставки, конечно, я не знаю, не держат. Надо они не нужны. Мне, наверное, не нужны они. Вот сюда в снег их так поставлю. И все будет отлично. Сейчас пока, конечно, рановато. Только закормил. Лечь подойдет чуть попозже. Если вообще подойдет. Вот. Ну, короче, ставлю другую. Такую же. А потом на кивочек поиграем, посидим. Так, ползем дальше, ребята. Ага, я понял. Сработка, ребят. Сработочка у нас. Здесь у нас, ребята, мышечка. Без мотылка, конечно. Ну, пару, наверное, мы подсадим. Пару. Кто-то у меня звонит-то. Пашка звонит. Да, брат. У нас сработка, полная вымотка. Пойдешь ты? Пойдем, сходим. Пойдем. Нет, ложка, ребят. Погнали. Погнали, посмотрим. А вдруг судак. Так, я надеюсь, удочки у нас не утащат здесь, блин. Ё-моё. Так, ладно, пока мормышку отпустим. Пока отпустим. Этим сказать, ребята, крупный сударец. Было бы неплохо. Угу. Вот щучка. Щучка, думаешь? Не знаю, сколько поменял ты? Что там? Пока. Ладно. Просто. Ничего? Оп. Подумочка. Есть подвоночка, да. Ну, у нас сегодня королевская уха будет, да? Да. Живца только один. Андрюхин стиль. Килограммчик, да, ребятки? Пойдет. Нормально, у нас будет щуки из этого. Сюда-сюда. Ага. Красиво. Щука она сразу уматывает. Да, братан, ты свежего ты поставил.
И отлично. Ну, щука тоже есть, значит, но... Ну, я все ставлю, да, братан? Чувак, мы новые испачкали. А что-то она у тебя вообще земляная, когда Да вон там была. Пена, ну да, на пена. Да ладно, он отмоется. Сейчас все отмоется дождями, братан. Снегом. Что там, живет дохлый? Я же уже убрал уже. А? Дайте испытаю. Ну, хозяин, слышь. Води нас попробуй. Так ты не мне ее. А, вот с этой пленкой стороны, Паш. Да? Ага. Грязно будет. Ну, наверное, да. Зато он поймал. Ну, будет трофейная, братан, у тебя, понял? На уху поймали. Ну, завтра. Класс. Завтра у Бартульца день рождения. Приятно. 2 судака и щука. Хорошая уха будет. Людей у нас много. Завтра Серега приедет. С Твери. Большой брат. Я его так называю. Нормально. Ну что, продолжим, ребята. Продолжим. Да надо идти обедать. Пару мотыльков подвесим для вкусности. Хотя здесь без мотовочка висит, ну ладно. Надо, чтобы все равно какие-нибудь хвостики болтались. Опа. Ветерок, конечно, боковой. Надо как-то вот так сесть, чтобы и те видно было, и те видно было. Все видно, тут видно. Ветер, конечно, неудачно сел. А чё? Да ё-моё, что там? Кто там звонит мне? Некогда пока Бартулец. Некогда. Все. А это на игру. Попробуем. Леща, наверное, даже надо, скорее всего, такие покачивания надо. По дну постучали и погнали. Блин, ветер, ребята, жесть. Сюда пока. Мужики сидят тоже нифига. Утром, говорит, клювало. Ну, там по 3, по 4 хвоста положили. Утром, говорит, клюет и к вечеру клюет. Ну, понятно, что, скорее всего, и ночью. А вот, время обед. В общем, пойдем налима жарить, ребята. На обед. Ништяк, ништяк. Я пока тут лункой закормил. Пашка жерлицы прошел. Живца всего поменял. Лунки пересверлили, потому что топит все.
Ладно, пообедать надо еще. Пацаны приехали. Надо тоже как бы быть в компании, так скажем. О, какие налимчики, ребят, молоденькие. Шикарные налимчики. Коробочка. А ветер, конечно. За снегоход придется спрятаться. Ну, такие, ребят. Красавчики. Вчера Пашка почистил. Пашок. Короче, братулец и пашок. Чтобы отличие было. Не крупные, вот такие, видите. Вот, сладенькие. Ну вот у них, допустим, такие ловятся вот. Как бы. Сейчас нарежу. Не знаю, голову будет кто-то есть, не будет. Ну, жабер нету. Значит, будем жарить. Отлично. 790 стоит. Ну, такой же. Хорошая приманка. Да? Да, периодически, да, интересно. Вот так вот. Сейчас нормально будет. Помоем сейчас. Вот это. Может, Паха 5 Нормально. раз чаю нальем? Наверное, 500. Друзья, это финка НКВД образца 1934 года от ножи Барк. Ручная работа настоящего кузнеца с 20-летним опытом. Рукоять сделана из карельской березы, а лезвие из закаленной стали 95 хром 18, что дает твердость 58-59 по Роквеллу. Нож выдержит любую нагрузку и разрежет все, что не прибито. Разрубит монету, металлический профиль, проволоку, крыло автомобиля, да что угодно. Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи. Рекомендую кузнецу Барк. Кликайте на ссылку, заказывайте крутые ножные ручной работы, а по кодовому слову «Рыбалка» вам дадут скидку на 5%. Желаю всем удачи. Так, что, поехали? Поехали кататься. Так, немножко закрылись. Здесь стоять, а на 2 метра вылазить, откатывать. Что, будем жарить рыбку? Жарим рыбу, ребята, в обильном масле. Масла должно быть много. Прям много-много. Не жалейте никогда. Ну, сейчас налимчика подсолим. Хуя ты солишь, ебать. Чего, брат? Там же много, ты че? Перчиками брал, да. Я за. Водичку сольем немножко. Опа. Поехали. Ну так по 3-4 кусочка, ребят. Как обычно. Да я дома так жарю. Это намного чисто. Ничего не это. Я после тебя всегда так делаю. Да, намного круче, братан. Сам же знаешь. Да и рыбка, она везде обволакивается. О, голова. Да, братан, тебе пашок. Тебе голова. Делай, брат. Давай. Как говоришь, вещи делай. Пошла рыбейка. Налим, ребята. Ух. Кто не пробовал тут налима у нас? Ну ты, да, Миш? Я не пробовал налим. Тоже не пробовал? Нет, не пробовал. Видал? Придется попробовать.
Какие сегодня у нас? Вынужден попробовать. Вынужден попробовать. Рыбак должен на лиму попробовать, конечно. Ну, это очень вкусная рыба. Очень. Потрошки-то, конечно, вчера вкусные. Сегодня катик подходит, что рыбу нельзя брать на лед с собой. Все равно поймали. Это не работает теперь. У меня друган всегда на рыбалку, когда мы попиваем, шпроты берет. Володя такой. Шпротки взяли, все, рыбка будет. До этого года по ногтик не верил, пиздец. Зимой каждый день почти на рыбалку. Все, телевизор смотрит. Да не, тема, блядь. Ну, тема реально взяла. Ну, тут безоговорочно вообще. Ну, тогда с корочкой сделать, да? Ну, конечно, конечно. Мука и нужна для корочки. А если хочешь хорошую корочку, кукурузную муку добавляй. Манку, да? Или манку. Тогда вообще корка будет четкая. Прям четкая. Главное, температура, чтобы хватало. Главное, чтобы температуры хватало. Ну, чуть поближе надо. Да, брат, не вилочки, ничего. Вилочку надо было брать, да? Сковородочки. О, ребята, налимчик жареный. Есть, я, братан, попробуешь. Да. Костей нету, чтобы ты понимал. Да? Конечно. Ну, только центральная идет. А так все мясо белое. Ну, подобие как сольник, типа, да? Ну, да, это... Нет, это семейство- разница. Разница есть, да? Колоссальная разница. Ну, семейство-то одно, но вкус, конечно, другой. Просто сейчас будет гастрономический оргазм. Да-да-да. Да, и ты поймешь, что до этого момента ты вообще не жил, а существовал. Да? Там вторая партия, да? Да, третий у нас, да, будет. 43. Давай машины. Пику выйти. Да, рыбал. Не, на первую пробу налим. Давай, сейчас вы решите гастрономический детственность. А голову не берите? Голову, Ну, скушайте, что голову хотите. подку. Без разницы. Я самый сексуальный сегодня. О, хвостик вообще. Куда ты пошел, сейчас сознание потеряешь, иди, я тебя поддержу. Я тут чемоданом пошел. Очень вкусная рыба, да? Чем 8 часов там от Москвы, все видят. Андрюхи прямой поезд есть. Что, 8 часов или?
Натяг стоит вообще. Пробуем? Давай, Мишань, доставай. Выход нет. Губа моя. Ну, да. Ветку не в сторону. Щучка. Сюда иди. По ветру кидай. Да, идет. Сюда. Да ладно. Как бревно, блин. И сюда идет. Как бревно? Да, бревно. Сюда чего? Нет, сюда. Щука. Не. Как бревно? Мертвая щука. Давайте это. Умерла она там уже. Ставки. знаешь, окоченела, пока мы дошли. И это сюда, чё. Ты, Мишаня, килограмм не тянешь, нет? Блин, Андрей, я так, если честно, прям вообще не шарю. Кило 250. Там вообще какая-то непонятная штука творится. Живца вижу. О, щука хорошая. Сюда. Опусти, Я вам опусти. что сказал? Трешка, блядь. Прикинь? И это жесть, офигеть. Да я вам говорю, тут есть щука хорошая. Чё? Треха, блин, прикинь. Нормально. Вот так. Вот Ай. тебе сюда, кстати. Молодцы, мужички. Ну, трешка, да, железно. Давай, дай я смотрю. А вот так и прошел обед. Ну, прикольно, что. Ну, 3 с лишним, да, щука. Нормально. Молодцы. Кстати, мужички ушли все по поводу леща. Вон, иду к удочкам. Ну, утром выходил, подлещик поклевал, говорят. Пойду посмотрю, что у меня. И что тут у нас? Кто-то подходил, вообще нет. Кто-то подходил, да. Поднабавим сейчас. Поднабавим. С утра, ребята, клюет, оказывается. Завтра, наверное, с утра я на эти лунки приеду. Я еще подкормлю и посижу. Потому что зато у Паши день рождения. Вот. Зато день потерянный будет. Потому что будем завтра отмечать, гостей встречать, готовить вкусняшки. Вот. Завтра не до рыбалки будут. Задача, в принципе, была в этом приехать Пашке на день рождения, ну, с рыбалкой. Ребята, вот так надо отмечать день рождения. В кругу друзей, с достойными, с хорошими ребятами, проверенными, так скажем. И на рыбалке. Неважно, в палатке или где-то на базе, или в избушке. Такие дела. Блин, что, реально утром только выходил? Знаете, ребят, нифига. Мотель, в принципе, есть. Ладно, завтра посидим, посмотрим. Ветрище, конечно. Жесть, блин. Опа, есть, ребята. На игру взял, смотрите. Опачки, есть. А настоящую стоит. Только перезарядил, блин. Это активный, походу. Это, походу, ребятки, активный. Ну ладно.
На уху у нас вообще по-красивому будет. Судак, щука. Еще и подлещика закинем в навар, так скажем. Вот так вот. Ну-ка, второй будет, нет? А настоящий, смотрите, ребят, не хочет. На игру взял активный. То бишь подлещик стоит, получается. Ну-ка, повторим. Слизневый, конечно, жесть. По дну постучали и поехали. Ветерок, конечно. В палатке поприятнее, конечно, сидеть и рыбачить вот так. Леща. Ну все же, одного поймал. Класс. Я считаю, это тоже прикольно. Так. А так, да, вот в таких местах, ребят, заниматься вот жилищной рыбалкой. Жерлицы поставил. И вот все вот так в прилове леща ловить. Я считаю, тоже отлично. Блин, ветер, ребят, вообще не дает проводку делать. Сиди, полавливаю лещика. Смотри на жерлицы. Жалко, конечно, у меня вот так не порыбачить. У нас трудовая рыбалка. Ну и сегодня здесь тоже вон. Второй день уже, ребята, рыба не берет. А рыба есть. Но не берет. Второй, ребята. Небольшой. Небольшой подлещик. Тоже на навар пойдет. Оу! Иду. Мужики зовут. На игру, чтобы понимали. Что там? Поплавок, думал, всплыл, что ли? На поплавочную, на донную, нифига не берет. Зараза такой. Да что ты там будешь делать? Чё не идет? Сел, что ли, уже? Бывает такое, ребят, мормышка не спускается. Неужели вымотал? Я сильно барашек не закручиваю, ребят, чтоб мало ли крупный возьмет, можно было стравить. На будущее, кстати, тоже как лайфхак небольшой, ребят, как фрикцион, в общем, чтобы не было такого натяга прям в леску. Оп, там бывает вот такой небольшой, а следующий возьмет килограммовый. Я, конечно, не лещатник, но так образно понимаю, что были моменты такие у меня даже у себя на родине, когда ловишь небольшую рыбу, бывали, что какая-то хорошая крупненькая рыба садится и резко дергаешь. А у тебя жестко затянуто все, рвется. Тем более зимой на деликатную снасть рыбачу. Вот, и вот просто не сильно не затягиваешь, и как бы нормально все стравит и хорошо. Блин, только сел.
только сел. Загар, ребят. Ладно. Лещ не интересен. Еще можно заниматься. Ну, это палаточки красиво. Туда-сюда. Вот. А так вот загар, ребята. Там у нас дальше. Ползу посмотреть. Да давайте уже что-нибудь. Давай, Андрей, бери. Не, давай делай красиво. Бери. Да я на рыбу-то наловил. Лещики, братан, что ты? Что, можно, да? Конечно. Сейчас сорву и все, и Да буду, бери, Да уже сорвёшь. всё. Буду. Я еще мне сегодня 10 по плану. буду лошара, блин, потом. Ты уже, брат. Сейчас только потянет возьму. Лещики уже не такие, может, сечь. Я Да, понял. на этих секется. Ну, на этих, да, брать на тройниках надо брать, за спинку, конечно, надо сечь. Такие тройнички. Тройнички. Модные. Ну, давай, крутани немножко еще раз. А натяни чуть-чуть. Не трогай вообще. Вот на этих песках лучше не трогай. Да? Чуть-чуть уколешь, сразу уколешь. Что думаете, там кто есть-то? Судак уже думаете? Да, судачок лучше. У нас же вчера в это время где-то шевелёшь, начались 4 часа. Да сечь уже надо, все. Да. Щукарь! Судак. Второй раз ты говоришь, нас что за щукарь чёрт? порит. Обратно хотел уйти. Кило 200. Кило 200, да, у меня тоже в голове крутится. Ладно, все тяжелые тебе не Они, может, свинцом здесь накиданы? Полезное, да? Грузики хуярь, блядь. Не церемонись, братан. Цвет тут бледный. Такая какая-то песчаная, да? Нагайка на. Шныряй. Ну нет, грамма 800 получается. Не порезало нигде. Да я чувствую. Есть он тут немножко. Это херня. Я губами всегда пробую. Да? Любишь, говорит, медок, люби холодок, да? Нормально. Ну, щука, видишь, еще ходит. Судак еще не пошел. Так вот сколько жерлица? Сутки отстояла. Она здесь тут и сидела, эта щука. Да. Нет, есть? Нет. А смотри, хвост у меня. А тут нет пиявок, Кто-то Паш, за я не хвост рад. хватал, смотри. Да, вижу. Весь хвост ободран с двух сторон. Ага, да. Ну что здесь пиявки? Сработка, ребята. Это сработочка у нас. Ага, вижу. Иди, братан, делай вещи. Нет, пускай уже по... Давай. У тебя рука легкая на штуку. Думаешь? Только поставили, понял? Только поставили? Свежая, да? Ну, я всегда, братан, говорил, то, что свежая лунка — это свежая рыба. Не живет? Нет, живец не срабатывает. Тот живец не срабатывает, братан. Здесь должна быть поклевка. Судак, наверное, уже пошел. Да, 4 часа вечера. Да, 4 часа вечера. Куда ему еще лесочек? А что в лесочке? Есть. Вообще стоит, понял. Ну, у тебя тут надо сразу что делать, по идее. Есть? Есть. Да ладно. Теперь в эту хуйню веришь, ебать. Веришь сейчас, да, брат? Сейчас да. Ну, бля, может быть из-за того, что он меняется, видишь? Красавчик. Собака, а? Серая. Ну, я поймал судака, брат. Поймал я судака. Смотри, что. Прям, да? Ну, я прям его взял. Прям за куклу так красиво твою цепанул. Просто понял, как Да, этот, да. как с поплавка снял. Ага. Кило 200 такой, брат, смотри, хороший. Хороший? Сударь. Давай Ну сейчас, да, подожди, всё. килограммчик такой. Подожди. Хороший.
Кило 200, брат. Кстати, вот эта щука, ребята, у нас вышла на 3600. 3600 прям хорошая. 300. Ну да, угадал, зараза. Прям вообще 10 грамм. Брат, молодца. Ну я сказал кило 200. Такие они вот такие тяжелее щуки, да, мне кажется? Мясо плотнее у них. Мясо плотнее, да. Понял, я в точку как попал. 10 грамм мне обшибся. Ну да, за это надо походу бахнуть, бля. Переворачивай батарейку. Ну, какая-то рыбейка на льду. Нормально. Идет соединение. Ну да, собирается. Да. Ну, блин, 3600, нифига себе. Обратно, понятно. Еще сработка. Еще сработка. Опять у Пашка, блин. Пашок рулит сегодня. Пашок делает вещи сегодня. Давай, Андрюха, делай. Не, все, хорош я. Я на сегодня Не, наловил. давай. Думаешь? Ну да, конечно, лови. Я судаков Я половил. же думал, напиться придется, бля. Подожди чуть-чуть, дай. Конечно. Да он ты видел, как за нижнюю губу течет. А он пошел. Мелкий. Судак? Судак. Мелкий, не мелкий. Судак не выплыл. Да замочник пошел. Ну да. Пошли перевязываться. У него там поводки навязаны, бери. Вон флаг встал. У нас? Да. Что, пошел выход, да? Второй стоит, да? Где? А вот первый и второй. Это у Миши. Окей. Или там Сейчас не пойдем, давай этого. Отпустим. флаг. Я не вижу пока. А его уже не отпустить. У меня ж крючочки с катушечками, они... А, стоп, Вань. Вань. Резко. На ногах леска. Небольшой такой. Да зачем он пускать хороший судак? Нормально, судак ездовой, конечно. Он же проходит стандарт, да? Окей, да. Проходит, да? Да. По рыбинским нормам не проходит. Да, вторую надо. Полная остановка. Полная. Это один из самых опрокидываемых снегоходов. Все, ребят, уже темно. Практически. Хороший денечек на льду получился-то, по идее. Сегодня целый день на льду были. Ездили на базу. Провели возле жерлиц. Какой-то анализ получили. Вот иду собирать удочки на леща. Я даже 2 подлещиков поймал. В принципе. И это Мурат. Вот. Все уже. Сейчас через полчаса будет полная темень. Поедем на базу. Сегодня приехал Миша с братом. Мишаня тот человек, который изготавливает эти жерлицы. Красивые, крутые. Я считаю, это очень классные жерлицы. Так как я им занимаюсь. Вот. Пообщаемся с ним. Покажет обзорчик. Ну, вообще как что. Ну, а так,
Как-то так. Завтра у Паши день рождения. Завтра приезжает Серега с Вери. В общем, люди подъезжают только. Вот. Ну, такие дела, в общем. Нормально, нормально. Клев, конечно, не особый, вообще практически нету. Вот. Пашка, конечно, сделал контент сегодня, сделал рыбалку. Ну и в Мишаньке тоже попалась щука, в принципе. 3600, вообще огонь. Такое бесклёвье, я считаю, что даже нормально подловили. Но завтра рыба будет. Такие дела, ребятки, чё. Ладно. Собираемся потихоньку. Такая лунка большая. А тара вот такая, блин. Можно ведром черпать. А водички поменяем. Свеженькое привезем. Чтоб жили. И тужили. Все, ребят, собираемся. Последние у нас обходы, так скажем. У нас есть работка одна. О, флажочек, да? Полная? Да, полная, натяг. Ну, давай. Пашка, давай, иди. Не, давай ты. Да, сегодня я беру, короче, рыбу. Делай вещь. Смотри, натяжок. О, нифига сколько. Натяжок. А? Натяжочек. Давай, давай. Что там? Тишина? Ну да, пока. Есть? Есть. Что за незнакомая нам рыбка? Мальчишка. Сударец, молодец. Смотрите, Что, покажемся, да? Вообще. Давай, давай, фару. Фару включай. Это, а фонарь кто видел? У Паши. Я не видел. Да вот у меня. Дай сюда фонарь. Пусть у тебя будет Паш. Не-не-не, давай сюда. Ух, сейчас это поедет. О, нормально. Море. Блядь. Ватрушки, ребятки, поняли? Домой, короче, решили так выехать. Все долбой. Ну ничего, нормально. Вчера был снег. А сегодня, ребята, снега нету. Идем по земле. Тупо. Затаскиваемся по земле. Вот такая зима в Тверской области, ребята. Январь месяц. Это жесть. Капец. Да. Зимушка, зима. Ну все, на базе. Заезжаем нафиг. Снегоход опять завозим. Тяжко, блин. Жалко. Ну вот как-то так. Парковка ему, блин. Жопу снесем. Санки сейчас не разгрузишь, наверное.
Обещали найти их, кто бы они ни были. Да. Я не знаю, что теперь делать. Вчерашний ужин превращается в завтрак. На рыбалке ничего не пропадает. Все идет в расход, так скажем. Ребята, доброе утро. Время 6 утра, начало 7. Я уже проснулся, выспался. Ребят, вчера рано лег. Вчера сильно устали. Вот. Сегодня 29 января. А это что? Это у братуца день рождения. Будет приятно, если вы его поздравите, ребят. Ну, чисто от души, от сердца. Пацаны еще спят, я уже тут завтра заварганил. Короче, с утра сейчас едем проверку сделаем. Может, на леща посижу немножко. Но потом будем отмечать. Отмечать будем не здесь. Паша арендовал еще один дом. В общем, там дом большой.
с камином, потому что погода непонятная, дождь не дождь. Такие домики небольшие. Миша с братом рядышком живут. Сегодня приедет Серега, заселится. Вот. Ну, в общем, не очень удобно будет. Пашка, короче, заказал еще снова домик попросторнее, чтобы сидеть было уютно. Вот, хотя я ему говорил, давай в палатках. Но погода не погода, ветер. Он что-то, короче, ну, молодец, в общем, потому что, ну, реально, ветра очень сильные. Палатки, возможно, не выдержат просто напора такого. Короче, ребят, начинаем новый день. Поехали. Зеленая трава, ребята. Январь месяц. У меня на родине сейчас в данный момент снега больше метра. А здесь, друзья, все открыто. Пляж виден. Да, я немножко в шоке, конечно. Все, пацаны проснулись. Миша проснулся. Собираемся, едем на лед. Блин, вообще, снегоходу придется просто ехать по бетонке, выезжать. Да, друзья, такие дела. Ладно, что, поехали. Собираемся. У братульца день рождения. Погнали. Так, что тут у нас? Это мы берем. Положу. И кормочку возьмем. Кормочку мотыликов. И живца нужно положить. Да, не знаешь, где можешь таких? Дома? Да. Вроде как нормально. В баке надо воду менять. Ух ты. Ну, хватит, наверное, что нам. Все. Какие прогнозы? Так, ребят, ну что, приехали на лед. Сработки есть, но короче, все вот у Паши, который вот этот есть способ, у него горит, а у нас нет. Беда. Но вымотки нет, нет, есть. Нету. Нет. И вот на тех тоже нет. Он леска болтается. Угу. Давай, Паш, смотри, что там. Что там у нас, кто там у нас?
Живца даже нет. Поздергивали, да? Нет, есть живчик. Нет, нету. Нету. Да, у Паши тут все сработало. Интересно так, да? Вот вон, пожалуйста, ребята. Наглядный пример монтажа жерлиц, блин. Вон натяжка там есть. Там натяжка, да, и А вот полная вымотка. полная вымотка. Одну дадите мне вытащить, хоть на видео, чтобы я был с рыбой. Не, тащи. А то я еще на видео, у меня нет ни одной этой. Да что такое? Кого-то тащу. Кого-то забрал. Жерлицу? Да. Ну они вот рядом стоят, скорее всего. Сударь. Не тяни. Надо идти искать какой жир. Да я Вот этого наклонилась, видишь? А, да. Спутал. близенько поставили. А Паша он ставит далеко, ой, не далеко. Я вот наоборот подальше ставлю. Не, видишь, если он где-то в акватории есть, он где-то здесь и крутится. Надо Хороший судак, смотри. Это не на эту жерлицу попался, получается. А я хотел на эту потащить. здесь вот. Нету. Тому она чего вынесла. Поклевка уронила. Не знаю. О, блядь, ты глянь. Да у него все такие же. Жерлицы упали. О, походу рыбейка. Попускай потянем, что. Именинник уже сегодня можно. Сейчас подсеку я его, понял. Братик, держи, я подсек уже, братик. Что там, за пятачок? Тебе на имениннику, брат, держи. А что там, да? Не большенькая, да? Ну, тебе на имениннику-то пойдет. Хватит тебе, брат? Пойдет. Вот такие дела, ребятки. Да не, хотя вон, смотрите, живая тоже. В принципе. Более-менее. Ну, на металл вот нифига не хотит. На металл нифига не хотит. Будем собирать, переезжать. Переезжать туда, ближе к дому. Жерлички наши собирать будем. Все, ребят, собираем жерлицы. В общем, отсюда выезжаем. Полечу не получилось. Путочки, короче, там оставили. Да и как бы тоже что. Один рыбачит, все двигаются, как бы тоже не дело. Ладно. Ну, я вчера двух поймал. В принципе, можно рыбачить. Мужики сидят, и вот самое, что именно, что вот сейчас можно, надо садиться рыбачить. Ладно, сегодня день рождения, как бы дела такие. Собираемся, что? Вот 2 судачка. Ну, вот пашка были в сработках много. У Миши с братом у нас ни одной. Офигеть. Ну, как-то так, ребят. Ладно, все. Идем, собираем жерлицы, переезжаем, выставляемся. Готовить надо. Сегодня уху сделаю. Помню уху или финскую на молоке судака. Ну вот.
Мясо сегодня, шашлык. Пашка салат хочет делать. В общем, сегодня тема. Серега приезжает, большой брат. Какие дела? Вчера прям накинул у вас в руках. Прям самую вот эту вот херню. Че, где большой брат-то? Большой брат. Народу прибывает. Сергей. Сергей. Царь. Здорово, брат. Андеграунд, брат. Это Конечно, карта. Комик рай. Сергей. Че, добрался, брат? Что ли, поехали на одном? Да. Ну, там такая машина, что... парни, да. Там такая машина, что можно ездить, Сереж. Машина-то понятно, лед какой. Да. Да, лед пойдет, монолит, кстати. Прогибается чуть-чуть. Ну мы смотались оттуда уже, потому что так я больше не поеду. Местами уже промойны. Ну, такие большие есть. Да, Чёрные. конечно, говорят, говорят, что вы вообще не суйтесь. Я говорю, собаку привез, даже вставать не буду. Не, вот здесь-то нормально. Здесь Нет, вот ну, белое, пешком там здесь чернее. Пешком опасно, не скользкое так, что, блядь. Да? Это вообще просто жуть. Проще лучше на собаке, что проще. Конечно. Блин, как сказать. Ну, тебе как слепануться-то, понимаешь? С ходом. Ходом. Или на руках ее Да, на руках можно, в принципе, тащить, да? Так, а тут же можно выехать, слип же есть. Здесь снегоход у меня стоит. И машину тоже снегоход загоняю. Да не знаю, что, покататься-то можно, что. Потом ты, наверное, уже не покатаешься, блин. Кофр новый поставил. Да. Ну, тебе более надо покататься, блин. Да. Я давно еще и не катался на нем. Ну, вот. На молоке. Ну давайте за день рождения чуть позже у тебя, да? Паш, не обидишься? А за это за встречу, за знакомство, за, как говорится... Мы еще попьем. А, ты ж... Мы еще попьем. Кто-то попросил, Серега, кому-то не добавил. Это как это говорится? Это получается, что 11 регион, 30. Всем привет. Я Юля. Очень приятно. Михаил. Павел. В узких кругах. Всех сразу запомнил. В узких кругах Диня. Садитесь. Не, я спою. Нет, садитесь. Садись, садись. Полный? Ты что такое? Ты будешь? Ну да как раз. У вас есть тебе А это что стопка? такое? Ну красный 20 градусов. Давай. У вас есть стопка или что? Вот есть. Как? Пашку надо тоже такой. Сереж, а мы хлеба так и не купили. Да, я слабо, Паш тоже говорит, нет. Если валы нет, я в что будем делать? А еще мясо будем есть просто с картошкой. Так, давайте еще раз, за знакомство, да. Да, и я теперь вот так. Все, давайте я с вами. Сколько регионов удалось? 11 регионов, 5-й. У меня вообще двойной. Брат, ты там вообще непонятно. 68-й, 50. Вы москвичи конкретно? Не, областные. 50-й, 69-й. Вот Тверской ты, да? Давай. Коля Андреевич. Паша спереди казахские номера, сзади Да, московские. да, у меня двойной вообще. Сзади эти тамбовские. Блин, маленькая колбаса такая вкусная. Что-то у вас тут вообще скромно. Ну, это пока. Ну, начало, что? С дороги потом. С поезда. Как добрался, видишь? Уши заложил. Нормально. Я не могу почему-то вот вправо прям. Что, рядом с мотором сидел? Конфетки надо. Конфетку. Рядом с мотором сидел? Не работает. Сейчас буду готовить уху. В общем, хотел немножко показать, как мы тут разместились. Вот. Ну, тот домик, кто смотрел, тот видели, да. А здесь немножко другой, ребят, домик. Здесь у нас уже второй этаж есть и 2 спальни получается. Койка там, койка там. Потому что, ну, мы с Пашкой были там. Ну, Пашка вот, в общем, пригласили. И, ну, братулец говорит, ну, что, надо 3-ю койку. Что за диван? Ну, что диван? Диван это диван. Немножко, ребят, покажу, как устроен вообще домик. Здесь я отдыхаю. Вот он такой, как финский домик. Правильно, да, братан? Ну, треугольничек такой. Ну, круто, круто сделано вообще. Для отдыха у нас все есть. Есть холодильник. Здесь мы раздеваемся, сушимся. Здесь у нас сапоги. Может, маленько грязненько, ну, нормально. Большой стол хороший, кстати. Вот кухонка. Братуле занимается делами. Тут креветки какие-то чистит. Ё-моё. Лангустины, брат. Ну, как обычно, удивляет братулец меня. Здесь у нас санузел. Помыться все есть.
Вот. И как бы второй этаж. Такая лесенка. Узенькая, конечно. Сейчас поднимемся, ребятки, покажу. Чисто просто показать, что можно приезжать, реально отдыхать, кайфовать. Вот. Здесь койка раз, койка два. Виды, кстати, прикольные, ребят. Здесь лес, а там вот как раз вот вид на озеро. Красота, теплынь, все шикарно. Оп, пополз вниз. В общем, так и жили, ребята. Спали в росе, говорит, а дети были, да? Ну, нормально, нормально. Круто. Ну, ничего лишнего, ничего, и все есть, кстати. Вот, есть Wi-Fi, есть телевизор. Ну, телевизор нам незачем. По кухне тоже, в принципе, все нормально. Вот. Так что такие дела. В этих краях будет у братульца тоже, скорее всего, будет дом. Вот, потом как-нибудь увидимся, соберемся там все вместе. Ладно, ну пошел рыбу чистить, ребятки. Пошел я рыбу чистить. Будем готовить уху. Сегодня день рождения. Ну, Пашка у нас выставляется. Красавчик. Короче, делает вещи по рыбалке. Ну, помимо рыбалки, ребята, надо и дела делать. Так, тут у нас что? Пожалуй, кстати, будем сегодня ставить здесь. Наша рыбейка. О, судачок. 2 штучки. Вот. Он пошел. Здесь, кстати, у берега, ребята, щука поклевывает. Вот. Пошел делать вещи. Там открытая вода, майна, камешек. Туда пойду, надо рыбку там почищу. Блин, так, ребята, приятно. Вроде как бы зима, да, снегоход, а вроде не зима. А я приеду домой, у нас снега будет. Мамородно, я такое это увижу. Еще не знаю сколько. Но месяца 3, наверное, точно. Такие дела. Ребятки, лучше не придумать, смотрите. Чистая вода есть. Есть и лед. И такие дела. Как-то делал Пашке подарок. Паша это от Дрюни один срос. Вот такой ножичек. 95Х18 кованая. Это от Русберга. Один хороший судачок у нас, друзья. Вот такой. Прям красавчик. Сейчас почищу. Срежу плавнички все. Почешую и так далее. Вот. Так что поехали. Короче, каждый занимается, ребята, своими делами. Судак чистится плоховатенько, конечно. Чешуя такая у него более мощная. Ну что, чистится потихоньку.
Опа. Вон, ребята. Живец наш. Сорожка-то наша. Оно получается. Сейчас раскрою его полностью. Что-то белого тоже уберем. Обязательно, ребята, вот это убирайте. Кстати, можно ложкой убирать, кстати, кто вот боится наколоться. Просто ложкой берете, вычищаете, и все хорошо получается. Вот так в походных условиях ножичком подковыриваем и выдираем все вот это. Это вроде легкие у рыбы, если мне память не изменяет. Все, жаберки тоже обязательно выдираем. Это горечь, даже в жареной рыбе, в ухе обязательно. Если готовите голову, ну, варите, то жабры, ребята, выдирайте. Так вот. И все в воду. Это все рыбы съедят, чтобы вы понимали. Вот у нас, в принципе, чистенький судачок. Сейчас пленочки эти все поснимаем. И все будет готово. Почистим его. Вот так и раскрываю. Здесь щеки у судака мягкие. Они очень вкусные, ребята, у судака. У судака голову обязательно не выкидывайте. Что при жарке, что при варке. Здесь мясо. Вот видите, она прям мягкая. Соответственно, его голову не надо убирать. Очень вкусная штука. Щечки называется. Вот такие дела. Тут вот гости гуляют, вот, ребята. 30 лет, да? Супруга жизни. Приехали отдохнуть просто. Да. Ты был в Карелии, потом сюда. Вообще круто. Не, ну такое событие тогда. Друг, держи. Хороший. Я почистил уже его. А что такое? Судак. Ё-моё. Ален, это подарок? Да, это вам. На свадьбу нам. Я его почистил, он чистенький уже, все. Это точно приходите. Только потрошить надо его. Это точно приходите, на плов. Я вас поздравляю. Молодцы. Спасибо. Круто, молодцы. Как зовут? Андрей зовут. Сергей. Очень приятно. Алена. Рыбалка с Дрюни, канал на ютубе. Коми, привет. Ну подержи, дай снять. Нормально, держи. Вот готовьте, пожарьте, очень вкусная рыба, на самом деле. А вы еще форель еще с собой привезли? Вот, Мы вчера жарили форель оттуда, с Карелии. Ну, мы с хозяйством. Ну, круто. Круто. Свежий при нас ловили. Это судак. Судак, да. Ух ты, судачок. Хороший судачок, да. Такая красота. Свежий, только вот сейчас мы поймали его недавно. Из Коми. Да, Спасибо всем привет. большое. Класс. Надо приятно делать, ребята, всегда. Круто, ребят. На самом деле. Вот люди вот приезжают с семьей. Вот сейчас вдвоем приехали. 30 лет совместного брака. Когда у меня будет уже, может, также будет угощать. Круто вообще. Приятно на самом деле. Рыбки подогнал. Ну что, нормально же? Нормально. Должно быть так. Надо делать больше приятного, ребят. Тогда возместится 100%. Брат мой. Да. Потом шубный пропал. Да тут история целая уже. Чего? Серега приехал тоже с собакой, с каховаром. Да, брат, потихоньку, брат. Вот какой кофр-то у тебя взял. Мощный. Мне, конечно, это все время, все хорошо, но... Да, немножко погреть надо, конечно. Давай.
Подожди. Так, держи. Да, подгазуй, Мишань, подгазуйте немножко. Ага. Все, нормально. Все, четко, ребят. Поехали мы. Братан, что ты туда попал бы? На ящик садись, нормально. Здесь да? А я за пультом. Не нужен. Оп. Да, давай, добро. Брат, андеграунд, брат. Все, братик, твой буду обкатывать. Ты там что, скорость включил? Сработка. Тут, братан, щучка мелкая, понял, бодает. А сейчас неизвестно, может по оттепели крупно выйти. Ну да. Он уже с работочки, видать. Рвануло, да? Пошла возня. Да тут просто пустая. Видишь, глубина какая? И что, такая глубина здесь? Да. Нет, здесь мельче. Понял. Ага. Мы сейчас, получается, вот, видишь, Миш? Да, вижу. Вот, нам надо будет вот окучивать. Нам вот здесь. в эту часть ставить. Ну, окучиваться Надо вот здесь выставляться, вот Да. здесь или вот здесь, то есть в косе. Вот здесь. Вот туда ставим. Да. Вот, я говорю, судак там, прям здесь. Здесь жесткая щука мы с Пашей ловили нормально. Вот здесь лещатники ночуют, видишь, зала вон, все дела. Работаем, да, здесь. Че, поехали, ребятки? Поставимся. А вдруг завтра нам повезет. Так, ну все вроде. Живец есть. Черпак. А черпак нам не нужен. Рукой все сделаем. Стоять. Так, поехали. По одной штучке. Все, поехали. Раз, два, три, четыре. Парни, короче, сделали монтаж такой же, как у Пашка. Но мы за старую школу бьем. Брат готовит праздничный обед. Блин, где-то прокололся, блин. Ё-моё. Вот. Братуха готовит. А мы работаем. Серега технику дал. Все, поехали. Ну, все по старой схеме, ребятки, что. Как обычно.
Блин, леща хотелось половить, конечно. Ну, завтра, может, половим. Ни хрена не успеваем. Такие дела. Опачки. Ну, знаете что, ребята, я вам скажу. Самое интересное, что даже имея крутое оборудование, паноптиксы, как у нас сейчас в данном случае, да, крутой снегоход, очень мощный. Рыба, ребят, это не продукт. Раз, два, три, четыре, пять, повыше поднимем. То бишь это, ну, она не может каждый день брать, ее ловить со всякими крутыми оборудованиями, найти ее, ловить. Не-не-не. Ребят, рыба, она штука такая. Она не может каждый день клювать. Ой, куда-то уехал. Лед скользкий, вода. Так что здесь ничего не скажешь. Надо делать просто, ребята. Работать, искать, крутить, вертеть, перемещаться. Вот всякие снасти проверенные, монтажи тогда выручают, да. Опыт, ребят. Опыт нарабатывается путем именно всяких таких моментов, поездок, неудач и погода. И вот это все тогда, да. А так что, по-другому не скажешь. Такие дела. Парни, а ведь можно черный напечатать, да? Нет, я тоже спрашиваю. Это самое приятнее было, если бы у меня оранжевый был. Что, вопрос поперли? Приехали. Блин, ну эти камни, ребята, мне просто вообще по кайфу. Такие камни, а. Офигеть. Такое побережье. Здесь вот просто гулял бы, я гулял. Юру, ну, взял за пазуху. Так, пошли. Сейчас как вот ребята тут приходили. У них годовщина свадьбы, 30 лет. Ну класс. Что, приехали с города большого. Елочки, не елочки. Просто так подвигаться даже, не рыбак. Я говорю, сундучка возьми. Он говорит, о. Мы, говорит, форель привезли, 59-й домик, заходите. Я говорю, да нет, все нормально. Все, фух, отработали. Сейчас главное, все, жерлицы стоят. Уже по кайфу, завтра будет проснуться и знаю, что снасти стоят. Что, пойдем посмотрим, что братулес приготовил. Что-то там они заморачивались. Какие-то креветки, не креветки. Я говорю, бля. Так что вот. Ну, а также от нас все же самое. Мы сейчас воду привезли свежую. Меняем воду. Сейчас нальем свежую воду. Все, класс. Немножко тоже рыбачим. Хорошо. Брат. Брат, ты мой брат. Смотри, что тебе будем балдеть. Такой, знаете, под каменную систему сделал. О, пианино есть.
Пианино. Один запах чего стоит. У нас будет сейчас всегда музыка, весна. Пианино, в общем, здесь Привезет, да. камин, мангал получается. Здесь будем шашлыки делать. Хотя погода, да, брат, нормально. На улице будем делать. Погода. Сейчас дровишки накидаю, разожгу. Вот, ну и там, в общем, как бы помещение, там спальные зоны. Ну, самое главное, вот здесь, типа, большая беседка. Прикольно, вообще, отлично. Здесь вот посуда. Давай команду, Вот, мясо. Дрова, ребята, есть. Сейчас тут каминчик растопим. Все будет отлично. Вот эту или вот эту? Ну, вся банда в сборе получается. Вот эту? Да. Пойдет. Все, плиточка есть. Вот под камень сделано, ребята, вообще прикольно. Это камень как раз с озера, вот именно. Как-то лепили. Красиво делали. Такой стиль вообще четкий. Мне нравится. Красиво, да? На улице тоже порядок есть. Мангальчик топим. Готовим уголечки. Уголечки. Серега подъезжает. Серега, да? Да. Большой брат едет. Большой брат едет, брат. Все. Все банда в сборе. Будем кайфовать. Блин, место, конечно, крутое вообще. Там лавочки, вон, смотрю. Андеграунд, брат. Супругу. Это тверские просторы, брата. Да. Встречает тебя. Это да, брат. Ага, один загнали, другой выгнали. Ты не забыл об этом сказать, слышишь, па? Один загнали, другой выгнали. Да, один загнали, а другой полегче выгнали. Прекратите, блядь. Да. Много есть, видишь. Знаешь, самая удачная фотография, когда тебе не говорят, что тебе сфоткают, понимаешь? Миша катушечка, да? Да, оранжевая. А подарок-то Так. 15. Первые слова это спасибо, благодарность, не поздравление, а благодарность. И то, что, ну, наверное, блядь, давай с предисловия, наверное, как все вообще начиналось. Давай. Мы такие... Сейчас там исключительно тоже как-то тогда. Ну да, тут аккуратно. Ну извини, миллионник надо терпеть, что, да, по центру. Знаешь, это мы в стороночке, да, там где-то, миллионники в центре. Давай. Все начиналось как начали жерлицы делать, и вообще делали для себя, вот. И как брат говорит, да давай, блин, продадим, попробуем там на Авито все. Ну и выставили тут Михаил, вот, который нам передал презенты. Да и вот презент, это Михаил все. Да, вот. И он взял, я ему домой отвез их в Подольск, он там под Подольском где-то, мы как раз на дачу ехали, отвезли, ему супруга забрала. И после его рыбалки здесь Паша раз пишет, ты написал мне там голосовое. Так, нет, я так смс-ку написал. Да, смс-ку так и так, типа, вот, жерлицы понравились, и там мы хотим попробовать, там, сюда. Я, брат, говорю, что, он говорит, блин, ну, интересная тема, давай попробуем. И вот договорились, я говорю, окей, давай, я тебя привезу, попробуйте, там, скажете вообще, как, чего. Чисто без всяких там мыслей, намеков, там, все отвезли. И вот я с Пашей познакомился, это вот тебе за это именно спасибо, за первое знакомство, которое у нас осуществилось, потом Андрюху посмотрели, через него узнали про тебя, вот. И так, короче, закрутилось, завертелось, тут вы нас показали, блин, ну и это, конечно, ощущения интересные, такие своеобразные, просто обновление такое в жизни. Вот, это первое. Второе, уже дальше поздравления тебе, пожелания. Оставаться человеком при любой ситуации, какая бы она там ни происходила, там, плохо, хорошо, там, когда ты миллионником стал, не забывать, да, пацанов? Никогда. Всегда помнить, вот. Вообще, хоть два. Чаще улыбаться,
пускай это всех бесит, раздражает. Я мне в школе говорили, Ну, ты что, это дурачок? прям, Ты что, дурачок, да, мне улыбаешься? тоже говорит, ты чем мне ходишь, улыбаешься? Двойку получаю, я улыбаюсь. Дурной, что ли? Вроде как-то проще жить. Живи, улыбайся, радуйся жизни каждому дню, тем более сам вокруг видишь, тяжеловато, вот, и мир наладится, все будет хорошо, все будет получаться. Когда грустишь себя, угнетаешь, там что-то, блядь, никогда не получится. Улыбайся, радуйся. Всем спасибо огромное от души. Здоровья, уже желали, семейного благополучия, чистого неба, детям, супруге, близким, родным, чтобы у всех было здоровье, чтобы все радовали тебя, ты радовался. В общем, продолжай дальше свое дело, значит, не тормози и... кстати, если о тебе говорят, значит, ты идешь в правильном направлении. Да? На черной карточке я не перевожу. Don't leave me here high and dry. Oh.
Ребята, всем доброе утро. Ай, какая же красота. Блин, вообще. Весна, ребят, капитальная. Сегодня 5 градусов тепла. Чтобы вы понимали. Вообще чудесно. Проснулись, завтракаем. Там убираемся маленько. Вчера ребята погудели. Ох, у меня прям ноги болят, ребят. Я столько не танцевал уже, я не помню когда. Пацанов был, танцевал так. Танцевали мы классно, отдыхали. Вчера вообще натанцевались прям жестко. Круто время провели вообще. Мне так понравилось, вообще капец. Я прям, не знаю, ну прям кайфанули вот как нужно, знаете, вот вообще. Маленькое помещение, танцевали, обнимались, общались. Вообще четко. Вот это нужно, ребята, делать. Вроде взрослые мужики, а ведемся как дети, короче, понял? Что-то типа такого. Ветерочек, конечно, у нас. Ну, даже солнышко, ребят, смотрите, проглядывается. Прикольно. Стоит у нас Тафалар 500 стандарт. Вчера заезжали на нем. За берег немножко подтаял. И сработок, ребята, сработок море. Пацаны ходили, Мишаня ходил на лед. С утра, говорит, проснулся раньше. Делать нечего, пошел. Много вымоток, много сработок. Короче, есть на что посмотреть, ребят. Сегодня четверг, рыбный день. Так что в четверг рыбный день должна рыба быть. По-любому. Вот. Ну а так что, пока время 8:30, наверное. Что как, кто, чем-то кто-то занимается. Живем, в принципе, в таких домиках, ребята. Видите, здесь вот домик раз, домик 2, домик 3, домик 4, там, ну, грубо говоря. Вот. Заезжаешь, живешь. Вот тут домиков много. И у нас получается вот Серега здесь с супругой, мы там живем. Живем мы в 10-м. У нас первый этаж. И на втором этаже тоже есть 2 кровати. Прикольно, кстати, сделано. Очень мне нравится, как выполнено на втором этаже. И парни живут. Мишаня с братом живет в 12-м. Потому что у нас вот тут все рядом. Это такая баня огроменная. Я когда ездил к Паше, я был в этой бане. Баня реально крутая. Помывочная, большая база отдыха. Ну, в плане посиделок. Парилочная. Ну, короче, по уму все сделано. Вот. И при каждом, ребят, домике есть беседка своя. То бишь, вот это наша беседка. Плюс мангальная зона. И вот так у каждого домика есть своя беседка и база отдыха. Вот. Ну, как-то так, что? Как так и жили. Спали в розе, где-то дети были. Отлично. Отлично. Все, сейчас потихоньку раскачаемся. И попрем на лед. Позавтракали уже, все шикарно. Так, делюсь, ребята, с вами впечатлениями, в общем, что как. Все хорошо. Бау, бра. Ты с нами, братик мой. Ай, ты красавец. Такой красавец, ребята. Вчера он тут по базе ходит у всех, просит. Брат ты мой, брат. Красавец. Тебе помыть, блин, керхером, что ли? Или на лед тебе забрать? Воняет. Ну что ж такая здоровая, конечно. Собака огромная. Я не знаю, сколько весит. Пятак у него-то, конечно, вообще. Балуха. Балу. Брат мой, брат. У меня все братья. Потому что собака такая огромная, блин. Я люблю всегда всех больших. Все, чтобы все было большое. Красавец вообще. Че, брат, тебе ничего не давали? Мишаня давал что-то? Нет? Сейчас поднесем тебе, там шашлык у нас еще оставшийся есть. Так что тебе нормально, брат, будешь кушать. Не смешно немножко, почему-то, я не знаю.
Огромный пес. Короче, Здоровый. его в самолете повезет. Я его домой везу. В коме. Бедолага здесь живет. И грязный такой. Офигеть. Ну все, в принципе, что? Полетели. Опа, оп, оп, оп. Такой у нас, конечно, немножко и беспорядок, но ничего. Пойдем сегодня приберемся. Все, собираемся, поехали. Одеваемся. Всем привет. Привет, привет. Что у тебя такое настроение, брат, плохое? А? Замечательно. Замечательное? Ну, что ты смотришь на меня, не как будто не замечательно тебе. Ты что кушаешь там? Макароны, что ли, кого-то? Да? Считает их. Сейчас уху сделаю, вот потом покушаем, потом поговорим. Что, нормально, тепло? Все хорошо? Здесь Четко, да? комфорт. Дай балу что-нибудь, какую-нибудь сосиску. Балу надо затащить на лед, чтобы пошел тоже. С нами погулял. Нормально, что? А тут получается, что, диван у вас, да? Ну, Там, вот там. вот эту комнату. Там, еще комната, да? Да. А, вот. Ну, зайди сюда. У вас 2 комнаты получается, да? А, о, нифига себе. Ну, по-любому Мишель спит. Нет, я вот Там? Брат, а там, ну, красавчик, нормально. Ну, еще это, да? самый. Вообще пойдет, да, классно. О, балуки. Пойду заманивать балу. Брат пойдет по-любому за мной, блин. Его надо как-то затащить, ребят, на лед. Хочу его немножко сполоснуть. А как его сполоснуть? Хрен знает. Шампунь, конечно, никакой не беру. Но его так бы чуть-чуть. Потому что у него здесь много грязи. Брат, пойдешь? Братик. Брат, ну пошли, не ленись. Пошли, брат. Бабу, пошли. Айда, айда со мной. Айда, айда. Пошли, брат. Ой, красавец, пошли. Ау, бабу, пошли. Брат, ну сосиска-то она важна. Тяжело ему, он тяжелый очень. Пошли, пошли, брат. Да, сразу захотел, да? Пошли. Пойдем на лед, сначала выйдем. А потом поговорим, брат. Эх, блин, конечно, красавец кабан. Я поведу его на лед, пускай погуляет. Пойдем. Ага, захотел бы. Пошли, Бал. Ну, пойдем, брат. Так, полдороги прошел. Подожди, половину тебе дам уже. Оп. Пошли. Дальше будет вкуснее. Погнали? Сейчас посмотрим, обленится, нет? Ага, идет. Все, ребят, на лед идем. Балу, конечно, хочу, чтобы погулял. Только зараза за сосиской идет. Так не хочет вообще никак ходить. Команду не слушает. Испортили собаку, конечно. На базе все дают, а он-то ничего не делает. Морда. Идем дальше. Пошли. Холодный, блин. Да. Лосятина. Парняга наш. На лед не хочет, ребята, не хочет заходить. Он чувствует, что лед плохой, не пойдет. Не хочет, очень не хочет заходить. Сыровато. За берег уже подмыло. За берег уже подмыло.
Нифига себе. Давай. Братан, доставай, красиво делай. А, тушки. А он тут может где-то устал. Это пока ничего. Угу. Полная вымытка, да? Что было? Тройник ничего хотели. Ну да. Ну вот, как бы тройничок, да. Он, конечно, немножко по-другому. Че, нифига? Ё-моё, пустая получается. Ох, нифига себе. Подрала, смотри как. Ё-моё. Вообще жестко. Ну судак, смотри, хвост, все содрал. Да ладно, заряжаем, насаживаем. Вот так вот, ребятки, живца потрепал. Ну зараза, нифига. Насаживаем, отпускаем. Ладно, идем дальше. Ну да. Тут что у нас? Леска есть, да? Ну, леска есть. Да там голяк тоже. Да с тройниками сейчас так и будет. Понятное дело. То бишь даже, может, рыбу не повидим. Пошли. Ну вот, он вытащил. О! Железо тянет. Взорвался. Не, прям пошел тяжело. Там что-то... Судака даешь, Миш? Жерлица. Все, да? Какая жерлица? Смотри. Близко и ставили, а леску его сюда не пускал. Ну, конечно, близко это, Миш. Это близко очень. Оторвал? Оторвал? Ёпа мать. Фига себе. Не понял я нифига юмора. Эту леску оторвать тяжело, по идее. Развязалась, мне кажется. Сейчас застанем, походу. Узлы рекомендованы. Не, это именно на лес. Есть, чувак? Пока нет. Даже груз не чувствую пока. Ну понятно же, здесь она. Да скидывай почаще, что ты, ну зачем так этот быстро? Нет. Нету? Да ё-моё, как так-то? Смотри. Ёпа мать. Миш, подожди. А? Есть? Ну здесь, да, есть. Судак. Вот ваше. Да. Вот ваше все чудо здесь. Жерлиц ее. Пиздец. Нифига. Ты кого утащил-то? Поймал жерлицу, смотри. Это моя вроде жерлица, да? Из лунки. Как это утащился-то? Жерлица утащилась? Охренеть. Нет, это чужая. Это Толина старая. Нифига себе, а ты говоришь, смотри. А ты говорил, понял, что чудо есть какие-то ловили? Вон, жерлицу поймал. Трофей вам. Там по-любому еще судак сидит. Нет. Охренеть. Вот этого у чужого. Вот. Еще и судак. У меня еще и жерлица живой, Еще и жерлица. Жерлицу поймали, мужики. Плюс бизнес-компания. Черная катушка. Черная катушечка. Ну чашка-то вообще, смотри, братан, конечно она пролезет, блин. Жесть. Че, брату? Все утащило? Все поутащило, блин. Фига себе.
Да. Ну пойдем посмотрим, что на наших, ребятки. Пойдем я хоть потяну, хоть один раз. Давай, давай, брат. Вчера оставил, молодец. Была вроде полная. А вот стоит вот так. Сейчас посмотрим, что на наших, ребятки. Ну как, у нас же все равно есть соревнование какое-то небольшое. Трище, конечно, сегодня жесткое вообще. О, да, брат. А ну снимай. Что тут у нас? На двойничках-то, а? Ничего. Вертикально. Что-то маленькое. Подожди, сейчас еще повернется. Есть. Есть, да? Судачок маленький. Так, ёк, макарек-то, а где большой-то хороший? А может и щучка маленькая. Щучка. А, нет, судак. Ну как маленький, нифига себе. Килошник. Не, ну не пятак, я просто знал. Килошник-то хороший же судак. Да, у меня все работает. Или там бросили. Где Иванька? А где это Все какая? там, все в заголовке. О. Татушечка. Потом надо. Хороший сударь, что? Килограммчик. Пойдет. А там еще есть возможность? Да, есть еще. Угу. Да, слушай, смотри, да? Ребят, промоина вот уже можно по колену уйти. Даже двумя ногами можно уйти. Онка уже на 40. Так, что, идем дальше? Ты не снимаешь, снимаешь? Брат, не надо спрашивать, всегда она пишет. А что, пишешь? Ну, конечно. Опять же не вижу. Это поэтому и спросил. Блин. Ну, почти, понял. Не осилил. А живет съесть даже. Не вывез коляску. Ё-моё, блин, а. Жуса я крупного здесь вроде не стал. Нифига себе, блин. Хороший Офигеть. был, так. Вот где вот этот крайний пак стоит, тут я на сережку судака брал. Да. Ориентир подольник. Так, ладно, идем дальше. Толпой все ходят. Ой. Брат, Треха. давай делай. Туда кидай что-то. Отойди туда. Пока нету. Наверное. Да должен же сидеть. Нету? Бросил тоже. Вот видишь, это тоже судак будет. Да судак, это все судачьи поклевки. Офигеть. Пожалуй, тоже пожеванный. Ну да, колки вон. Бастует. Сейчас у Пашка, смотри, будут все реализованы, мне кажется. Ну вот, ребята, Ну все. Много поклевок, много. Ну вот все такое. 2 сударя небольших. Сейчас посмотрим у Пашка, что на эти хитрую снасть, так скажем. Что у него будет? Он все попадало, конечно, у него. Вот эта железа, конечно, стоит вообще четко. Вот, а пластмасска вот эта вся летит. Что-то как-то ее хоть прикручиваю. Братан говорит, давай, говорит, саморезами, говорит, закрутим. Ну что-то типа такого, блин, ну жалко, вот реально падает все. Вертолет летит. Да, боевой.
Повыматывал все ребята, но они, блин, все на льду. Все на льду. Все подоставало до крючка. Ну и нафиг такая работа нужна. Поклевка была. Поклевка была. Не лезет? Сам это. Да ё-моё, да? Смотри, что. Тоже весь в хлам уже, блин. Ё-моё, блин. Я говорю, сюда. Ну да, все. О, дырки у него. Там что, берем? Баловался. Да. На семерку. На семерочку, брат, да? Что нет? Ну, на тяжок стоит, даже не упал. Ну да, чисто за натягой держится, понял? Берем? Будет. Хорош. Хороший? Да. Я что сказал, на семерку. Полторашку точно тащу. Ой, небольшой. А что такое тут? О, грузик отвалился. Небольшой. Ну, ты говоришь, много. Вот, смотри, сколько, 15, даже 20, наверное, да, у тебя наматано? Да. 15. У меня 15, тоже 15. 15, 12 мотают. Отвалился грузик. Ваняк, давай, ассистент. Подотягиваем, да, сейчас стану. Угу. Ну такой. Сегодня пожарим. Пожарим, да, сегодня. Еще одна, ребята, у нас еще одна. Зараза, метр, да, не домотал. Не осилил. Нету? Живца тащу. Да? Ой, плохо. Блин. Живой причем. Да. Ладно. Так, ну что, в принципе, все, да? На этом все. 3 сударя взяли. А еще там. Ну вот, ребятки. В общем, даже сегодня даже этот монтаж у Пашка не сработал. Ну, мы взяли 3 сударя, конечно. Ну, блин, столько жирится, ребята. Я даже не знаю. Обидно маленько. Вот так вот. Как-то бы. Ну,
ничего, с рыбой все равно, как ни крути. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ладно, что. Сегодня ухи надо сварить, потому что сегодня пацаны вечером домой уезжают. Мы еще остаемся, завтра домой уже. В то же время пролетело 5 дней. Просто так. Такие дела. Ладно, что. Серега у нас береговые ставят на щуку. Ну, у берега щука будет, ребята. Мелкие щуки, там море. Ну, неинтересно, судака охота, конечно. Щуку я у себя могу половить. Как бы так. А так, ну, судака, конечно, охота. Ну, что вот. Как есть, так и есть, ребят. По-другому никак. Как обычно, ветрено. Здесь всегда ветрено. Водоем большой. Снимаем сейчас. Опять представляем. По старой схеме, ребята. Жилищники понимают. Карбюратор надо чистить серому. Так, ребят, что, переезжаем сейчас. А вот берега попробуем поставить. Ну и получается пообедаем. На визмотолку наловил столько. Чесал с него. Ага. Сейчас переберем живца, ребята. Да нет, тут бодряк-то по идее. Да? Да, хороший. Нормально еще. Пашок, хватает еще, нормально. Я считаю, что поставиться нам хватит. Да? Поставиться нам хватит. Считайте, ладно? А, ну считайте. Ну все, что. Выставляется Серега. Мишаня ему жерлицы подогнал. Подарил 5 штучек. Пацаны. Вань подарил. А, Ванька подарил? Вань подарил по-братски. Пойдем, Мишань, поговорим как раз насчет жерлиц. Пойдем. Избушку, да? Беседку, беседку, домик пойдем. Да, без разницы, где-нибудь посидим. Давай посидим. Возьмем как раз жерлицу, ребята. И вот Мишаня сейчас расскажет нам, почем вот здесь убирают. Балвы нас подождал. На лед не пошел, нифига. Сейчас, брат, тебе там остатков много. Сейчас покормлю тебя, друг мой. Пошли, 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 кабан, пойдем. Пошли, пошли, медведь. Тут хорошо ему на траве. Балдеет. Грязный, конечно, его помыть бы, блин. Как загнать на лед, его не знаю. Ладно. Скажи, помоемся сами, да, Бауха? Ты мужик, конечно, вообще капитальный. Красавчик. Вот такого бы кабана, ребята, с собой. Возить его, конечно, как тяжело. Он ходит что-то еле-еле. Давай, брат, пошли. Что ты стал? Капитальный красавчик, конечно. Так, ребят, ну что, всем привет. Рыбалочка Тверской области. Приехали к братульцу на день рождения. Ну и как минимум с рыбалкой. Как максимум с отдыхом. И тут так получилось, что у нас приехал к нам Мишаня. Это именно производитель жерлиц, который я рыбачу уже второй сезон. Который, ну, залетел в этом сезоне. Ну, мне очень понравились. Понятное дело, кто на канале новенький, может кто-то не понимает, посмотрите ролики. А так хотелось именно вот обзор сделать с человека, который их делает. Это будет очень правильное понятнее и как бы... В общем, ребят, беседка, обстановка, мы на рыбалке, и давайте начнем. Мишанька, привет. Всем привет. Брат, скажи сразу, знаешь, ты давно жерлицами занимаешься? Третий год. Третий год? Третий год, да? Третий год, да. А то бишь не совсем так, ну, прям, ну не матерый ты жерличник. Не матерый жерличник, матерый
Он брательник. Больше он даже, да? Больше он, да. Он меня в эту тему заманил, в рыболовлю. Слушай, а что, как так получилось, что вот, ну, ты вот прям решил что-то так, ну, переделать? Да, мне кажется, наверное, тебе чуть-чуть слукавил по поводу 3, наверное, больше. Больше? Время летит, наверное, 5. Ну, 5 Я даже? уже, наверное, месяц 5 соврал. Ну, 5 сезонов, это да, нормально. Да, начинал с ним. Проблема была в щучках в этих. Я такой педантизм люблю это, чтобы все чётенько было. Мы с ним щучки накупили, оборудовал их и на первый лед попал. Щучек ты имеешь в виду, это щукари, да, которые, да? Да, Вот такие вот щучки, они ага. легенькие. Вот. Начал на них ловить, там по берегу походил, мужики тоже подъехали, там у кого на них утеплитель наклеен, у кого что-то посмотрел. Ну, доработано, короче, ну, да. Первые разы, да, не знаю, говорю, а что это такое, для чего? Они говорят, вот сейчас будешь ловить, а я прям первый день приехал. Они говорят, сейчас будешь каждые полчаса в мороз бегать, лунки тут чистить, все дела. Вот. Ну и да, начал ловить, то примерзает, замерзает, лунку ходишь, чистишь, то ветерок дунул, они полетели. Полетели, да. Вот, то, оказывается, там катушки надо, подтягивать, потому что они стопорятся. Да, есть бывает такое. Вот этот стопорок там снизу такой, чуть его задел, и все, она бьет живца. И... Надо флажочек, да, гнуть, получается, да? Флажки, да, вот эти буксуют. Ну, в общем, вот эти все нюансы, все, кто на них ловит, знают. Да, вот. то бишь живца большого насаживаешь, понимаешь, он дает сработку. Сработку, да. да. Надо подгибать. Маленький живец нормально, в общем. Ну, короче, одно мучение. Одно мучение, да. Да, мучение. Ну и в конце, что тебе и так? И в итоге еще вот друг, сейчас там он остался у нас в Луховицах, Виталик, он говорит, слушай, я вот, если ты что-нибудь придумал, я бы, типа, у тебя бы взял бы жерлицы, давай, типа, соображаешь, вот. И показал мне приблизительные фотки, потому что это, ну, не новое. Все видели, что есть там из полипропилена делают. Да. Вот. Посмотрел, думаю, ну, надо попробовать. И вот начал потихонечку экспериментировать. Наверное, с весны до первого льда я все ковырялся с ними, потихоньку сидел. И в итоге сделал первые. Тогда еще помню, мы сделали на обычной фанере, без всяких этих вставок, ну, накладок. Просто вставляется, просто вставлялась там резинка. Фанеру это мы там красили с ним, 2 банки краски убили на 10 кружков. Потом эти клея тоже тюбика 3, что ли, перевели. Вот. Ну, сделали, попробовали. Тут клепки у нас были, еще отражайка висела на краях. И вот этого еще тут не было. Вот. А это я уже потом начал додумывать. Как ты думаешь? В конце вот эта модель вот твоя, да? Барракуда, да? У тебя сейчас в основном она такая вот. Да. Барракуда, вот, ребят, видите? Ты, в принципе, название-то любое можешь сделать, да? Тебе сложности-то никакой нету. Ну, нет, мы можем дополнительно добавить сюда, а свое оставляем. А это оставляем, да? Это, да. То бишь барракуда, как бы, это основной бренд, да? Да. Ну, типа бренд. Я понял тебя, понял. И сколько времени вот это всего, вот сколько времени ты потратил? Ну, разработка, попытка там, ну, ты же все равно... Вот уже до этого, ну, каждый раз потихоньку что-то новое переделываем, там, дорабатываем. Вот до сих пор дорабатываете, да? До сих пор дорабатываем, не останавливаемся. Это понятно. Есть еще нюансы, вот вы нам тогда выдали замечание, да. то, что примерзал, да? Был такой момент. Вот сейчас Паша сказал, что поменяли. Ее переделали, да, сделали здесь конус, резьбу чуть и угол поменяли и сделали ее гладкой. Вот. То есть на тех, ну, сейчас скажу, что те плохо. Нет, те тоже работают, все нормально. Просто это, если уж в воду попадает, то всякое может быть. А тут сейчас у нас получается на конусе, и вот этой опорной площадки здесь нет. Если когда она примерзает, ты ее можешь раскачать немножко, качнуть, да? Там у нас площадка мешает. Там здорово она прилегает, все защелкивается, но мешает вот эту площадку раскачать. Тут ты можешь раскачать, лед сорвать, не боясь, кстати, что сломаешь. Да. И все, открутить. И она не провалится, потому что тут конус. Вот. Я понял. И некоторые сейчас спрашивают, типа, у кого-то приходит вот так торчит, у кого-то так. На мороз выйдите, почувствуйте. Тут не важно, не обязательно, чтобы она за подлицо была. Это как бы запасом сделано. Ну, конечно. На затяжку. Вот, просто. Чуть-чуть, да. Слегка отдалось. Она же стоит уже все, да.
Я понял, Миш. Ну вот так в целом, как бы, давай маленько пожалиться, пойдем. Расскажешь, давай с основания, что. Ты про сроки спрашивал сначала, сроки, да? По Сроки. срокам. Сколько? Мы можем, вот с ним сидели, делали 200 штук в месяц мы можем сделать. 200 штук в месяц? 200 штук в месяц, потому что есть основная работа, это как бы хобби, можно сказать, увлечение, это не заработок никакой. Просто так получилось, что людям нравится. Ну да. Ну, тебе нравится, когда людям нравится, когда тебе... Ну слушай, 200 штук в месяц, но это же опять же как бы... Время, это же мало ли там заболел, что-то еще куда-то уехать надо, понимаешь? Да. На рыбалку, такие нюансы. На ту же рыбалку ты к нам приехал, ты сейчас их не делаешь, правильно? Нет, не делаю. Ну вот видишь. Поэтому вот перед рыбалкой мы вообще нон-стопом сидели, там по 3 часа спали. Идешь на основную, с основной вечером на дом делать. Я понял. Ну в дальнейшем, я думаю, если так дело пойдет, то мне кажется, что-то там... Ну есть у нас планы. Есть планы, да. Моменты. Вообще мысли, планы людям сделать доступно. Кому нравится, доступно по цене было. Потому что сейчас цена, мы сами понимаем, что 1000 рублей за штуку, ну, не каждый может позволить, а хочется. Хочется, да. Да, хочется. Но и дешевле мы не можем сделать просто. Мы же не можем бросить семью, делать их, чтобы кому-то подешевле продать. Так, понял, Мишань, понял. Давай начнем пожалиться с основания. С основания. Это чашка, ребят. Чашка ты тогда первый раз, когда с Пашкой смотрел, вы 200 сказали миллиметров. 180? Нет, 220. 220 даже? 220, да. То бишь на шнек 200 можно поставить даже, да? Да. Она То бишь... ровно 220, ламинированная фанера, шестерка толщиной и изолон 5 толщиной. То бишь, ну, северные регионы, которые ловят крупную щуку, спокойно, да, считай, получается. Шнек 180 обычно, да, уже личников, ну, на северяне, я имею в виду, они же ловят там 7, 8, 9, 10, то спокойно закроют. Да, перекроют ее. Присыпалось все. Слушай, таскал, сушил, ну вообще она никак не сбухает, ничего. У меня есть коцаны, ничего вообще нету. Это ламинированный фанер. Ну, есть нюансы, ребята вот присылали тоже уже, кто приобрел. Вот это вот у нас сколько сейчас, мы сейчас сушить будем? 3 дня мы здесь, да, находимся, она вот в воде была. Вот в некоторых местах такие рифления. Типа сбухания, да, такие? Да, но это не сбухание, это вот этот поверхностный слой, ламинация, она же тоненькая, под нее чуть-чуть попадает. Она сейчас просохнет и расправится, то есть это ничего страшного. Но я до этого у себя там на канале видео мы снимали, я говорил, получили, если знаете, что идете вот в такие условия, ну, не поленитесь, просто силикон. Ну, все равно дерево есть дерево. Ты никуда от нее не денешься. Силиконом брызнул и все, и точно вода не пройдет. Да, и так не страшно, если проходит, вон они по несколько лет. Понятно. Это свежие, конечно. Ну, здесь утеплитель. Это изолон. Изолон, утеплитель. Да, это плотный, причем изолон. Ну я, слушай, знаешь, скажу, чашка тяжелая очень, и железо стоит, вот именно сейчас в наше время, вот видишь, у нас все улетает. Да, пластик весь летит, эта железо стоит, потому что чашка реальная, она еще и села. Она увесистая. Да, и водичка, она бульк, прилипла прям так. 310 грамм общий вес жерлицы. 310 грамм? Да, я до этого не заморачивался, да? делаю. 310 а потом грамм? раз человек спрашивает, блин, а сколько она весит, там мне вот с собой в поход брать. Вот. Я взвесил 310 ровно грамм. Ну это без лески, без грузила? Без грузила, да. Ну вот, я сейчас грузил. Ну, грузила 10. Да. Так, все понятно. Это вот чисто площадка. Здесь вот этот вот пластик, он утоплен здесь, не на всю, он частично здесь. И там есть у нас фиксаторы такие от проворота. То есть можешь не бояться, что вы ее оторвете. Я рыбачил, Мишаня, у меня переехали пацаны желятся на снегоходе. То бишь они наехали прям капитально. Все, основание здесь нормально, здесь поломалась лопасть и ломануло вот здесь, получается. Вся чашка осталась жива. То бишь, ну, это очень крепко ты делаешь. Крепко. Она просто поломалась, да, вот и ты сейчас в эту рыбалку мне привез вот эти моменты, я сейчас приеду, вклею там. Да, и катушки, кстати, очень крепкие, вот эти сталкер. Мы тоже выбирали долго, ну, примерялись. Их и ломал, и давил, и рвал. Прикольно дальше. Ладно, давай, поехали дальше. Так, что у нас дальше? Так, по ней все. Все понятно, да. Ну, то бишь, ребят, здесь давайте обсудим все вот эти мелочи, которые вот этот пластмасска,
сейчас летит, она тяжелая, в общем, и, ну, как минимум, она немножко греет, соответственно, то бишь, ну, лунка меньше промерзает. То бишь, ну, многие сейчас уже начали сами, говоришь, наклеивать. Вот Мишаня делает, да, вот, смотрите, ребят, ну, я не знаю, сколько в воде стояло, что-то зазубрится, ничего не зазубрилось вообще. Клеит, конечно. Не, мы прокрашиваем, мы торцы обрабатываем, там, показывать не хочу, это я у себя в группе выкидывал, что за пятачки, да, такие, задал вопрос. Это вот оснастки, чтобы их красить, мы их собираем в кучу. Мы, то есть, шлифуем, и вот эту вот часть торца, что внутри, что снаружи, в 3 слоя покрываем. Прям вот слой покрыли, 4 часа отождали, еще покрыли. То есть тут очень прочный слой. Все торцы заделаны, запечатаны. Но все равно бывает вот водичка. Ну, конечно. Где-то точечка, царапка. Так, Мишань, ну что, идем дальше пожалиться. Да. Так, что у нас, стоечка, вот по стоечке. По стоечке, да, это было очень интересно, но это один момент такой, который леска проходит в центре. Все правильно? Да. Она сюда уходит. Да. Это большой момент, ребята, когда, ну, у меня было замечено, когда у вас идет здесь леска, бывает примерзает к краю, а лунка мерзнет, как правило, к краю мерзнет. За нее цепляешься еще, да, она поджимается к лунке, там примерзает. Да. Снегом начал припорашивать ее, сбил. Здесь у нас идет леска в центре, она проходит внутри, в центре чашки, вот наша лунка, и то бишь у нас леска идет здесь, никак не в край она не упирается. Это большой момент, потому что лунка начинает замерзать с краю, и, соответственно, она быстрее замерзнет. Сработка, не сработка, в ночь оставить, что такое, да. Уменьшение, получается, идет внутри. Но это, в принципе, ничем не удивить. Да, ничего такого, ну, да. Рабочий момент, да, рабочий момент. Очень мне понравились катушки, вот твои, вот именно такой, что вот, ты туда поставил магниты. С магнитами тоже чисто случайно, ну как чисто случайно нарвался, ну подсмотрел на мультипликатор, вон у меня эти лежат, то, что мы на вибы ходим, трясем, там стоят магниты в них. И шпуля это из алюмишки. Вот. Ты ушел... И я потом физику вспомнил, говорю, блин, да, есть такая тема, правда, как они работают. Вот, и попробовал здесь, как раз тоже катушка под это подходит. Ты ушел от того момента, что когда берет поклевка, вот это, знаешь, куча вот этого лески всего здесь, да? Это можешь потом скину, не знаю. У меня есть эксперименты, ну, наглядные. Я показывал, как она вращается без магнитов, прям две одинаковых, и как с магнитом она тормозится. Даже наоборот там перекидывал. То бишь, ребят, для понимания, ну, кто же личники знает, а кто вот не понимает, то бишь, когда берет щука, она хватает резкий взмах, и у нас катушка начинает вращаться просто до безобразия очень. Да. И здесь вот такая куча лески. Здесь Мишаня вот именно... У меня цель была сделать вот, чтобы и не регулировать каждый. И не регулировать, потому что первые мы делали без магнитов. Ну да, у меня саморезы вот эти, знаешь, там. Мы подкладывали туда войлочную шайбочку, гаечкой регулировали, вывешивали грузик на каждую, чтобы она плавно... А я сейчас просто наживлен здесь, прикручен на клей, все, она все одинаково, они вращаются. По катушкам вообще круто работает, Мишаня, я тебе говорю, вообще. И сброс, понял, леску, джик-джик-джик-джик-джик, размотала, чик, все четко вообще. И эта тема, как уже это потом выяснилось уже с опытом, вот когда наблюдали за ними, ловили на них, вот это в трубку заходит, она здесь, отверстие под углом и диаметром 6 здесь. Она даже если вдруг тут получается, она все равно леска тут нигде не перепутывается. Нет, вот, Миша, смотри, даже вот так. Не, вот дай бог. Если дашь сюда запросик, она все равно работает. Да, она все равно тянет. Она все равно тянет. Она, ребят, смотрите, она все равно тянет. Тут ей цепляться вообще не за что. Вот за эти вещи не цепляться, потому что ручки сбрасывают, не дают. Тут как ее не напутай, она все равно уходит. Она идет. Вот это да, это здорово вообще. Но это не задумка была, что так это мы делали, это уже само выяснилось потом, когда вот начали первый год ловить на них. Так, ну, у многих отдельно флажки, это понятно, в принципе, у всех отдельно флажки. Флажочек у нас внутри. Флаг здесь, да, внутри.
термоусадки, чтобы не ржавел, не лип. По рукам. Приятно было, По рукам. тактильно, да. Да. С флагами тоже мороки очень много. Вот это вот его так приклеить, прокатать, потом прошивать. У заводских, поверь, у всех отваливается сразу моментально. Не, здесь не отвалится. Я же Здесь личниками уже, давно уже, и сразу говорю, ребята, если покупаете, просто берите дома и проклеивайте, почему-то дорабатывать нужно. Здесь, конечно, ребят, я не знаю, тут смерть вообще, смерть. Причем хороший размер флага, очень далеко видно. Отражачка стоит. Получается он 8 на 9. 8 на 9, да? Очень мощно видно, вообще далеко. Вот эту сделали, раньше у нас здесь была, с краю тяжеловато было. Сейчас ее сюда вовнутрь перенесли. Не сейчас, а уже второй год. Получается, светоотражающий у тебя на флаге стоит и здесь стоит, да? И здесь, да. Это вот, чтобы это ночью смотреть именно с работки видно было. Вот. И вообще, знаешь, как классно, классно видно, когда вот ты заряжаешь жерлицу, да, вот, получается, поставится. Ну, то бишь, фонариком, ребят, подсвечиваешь, у тебя большой такой луч, потому что светится вот это и вот это. Когда жерлица срабатывает, видно, что здесь огонек и здесь огонек, то бишь два огонька. Значит, жерлица сработана. Видно просто труба. Вот это прям была. Это круто вообще. Это круто вообще. Сюда вот поставить. Сначала на флагах были, просто вон, если старые посмотреть, там он лежал. О, у тебя даже здесь смотрю, да? Тоже. Ну, это мы загравировали себе, чтобы здесь не перепутаться. Офигеть. Ребят, смотрите, здесь, короче, гравировка, да. Не будет видно. Вот. Мишань, скажи еще по поводу вот этого, я так называл, крабика. Мама, папа. Ребят, флажок фиксируется непросто вообще. Вот, чтобы вот эти вот ложные убрать с работки, он вот в пазах встает. Вот так вот. Раз. Вот он. Видишь, он даже, если подбивает, он все равно возвращает. Вот так. Но у всех же жерлиц получается вот так, правильно? Ну тут буксует она. Я, кстати, начал с него, вот с этого вот крабика. С этого крабика. Я прям вот с него начал, чтобы не подгибать, а сюда. И я пробовал из резины их делать, печать. Все равно на морозе он начинает буксовать. И уже потом, отталкиваясь вот от этого вот гребешка, я дошел вот до сюда. Что вот сюда вот сделал. Ну вот это вообще прям, слушай, я не знаю, я вот это такое решение первый раз увидел, и я думал, это прям реально, это просто бомба. Ну прикольно. Она рабочая 100%, я вообще. Приезжаю на водоем, то бишь у меня жерлицы стояли в ночь, 10-15 жерлиц, неважно. Вот, флажков нету. Я просто понимаю, что надо пройти, и просто идешь, у тебя вымотка полностью, флажок у тебя стоит. Я достаю, у меня там рыба. Здесь такого не будет. Да, это круто. И им можно натяжку регулировать еще. По флажку, да, по флажку, да. Опа, отпустил, вот, да, получается? Вот смотри, он, видишь, одно усилие. Ты его, сейчас рисунок, ты его опускаешь туда ниже, ее видно прям усилие, натягивается. Все, там уже, да? Там уже все. Его можно прям натянуть. То бишь, я не знаю, какого живца надо вешать. Прям повесил там грамм 200 плотву на севере, да, допустим, в Якутии. Не, и у нас такой ловит, в Москве вешают такой, ребят. Он прям жестко. Все, то бишь. Раз подогнул, подогнул, он не упал, вот все, он зафиксирован. И ставь, пожалуйста. Жесткий. Класс. Там катушечка у нас со стопором, да, получается, да? С трещоточкой? Стопор, да, стопор. Я на льду, не знаю, вот видишь, сколько мотали сейчас, мы их баловались, вон, намотать и она нигде не вообще. И это самое, стопор, удобный стопор, когда поставил, я вот как делаю, я поставил, груз туда повесил, отмерился и все. Я его... чтоб лишнее, да, там? Чтобы не сбить его, да, все, я ее в сторону отвел, груз повесил, груз снял, живца повесил, уже у меня глубина настроена. Я его опустил, флаг взвел, стопор снял. Только не забыть, да? Да, только не забыть. Да, но я почему не забываю, у меня привычку для себя выработал, я ее еще вот так в конце, прям для себя 100%. Раз туда-сюда ее погонял, все нормально, пошел. Вообще. Дальше. Вообще, не знаю, ребят, я уже говорю. А флаг вам потом раз, если надо, поправил. Да. Дальше уже. Не знаю, чуть-чуть.
Краб мы это показали, ты спросил про него. Смотри, засыпать можно просто, ну, прям вообще кучу снега, ребята. Вот реально, я бывает на 2-3 дня оставляю. Вот реально. Нет, совсем Ну, тонаровские, вот, они сами по себе вот такие жерлицы засыпаешь. А здесь можно прям реально хорошо. Ну, мы такие шапки Да, насыпали, да, когда да. в том году снег был. А, и этот, главное, вот, кто начинает только, ну, ловить на жерлиц, там, за правило взяли, вот, не разметать шугу, там, не чистить до головы льда. Просверлился и сразу знаешь, да, условно, я взял, Да. она как это, неплохо прибил и все. Потом еще насыпали. Да. Блин, ну круто, Мишаня, на самом деле очень хороший у тебя вариант вообще. Я считаю, что И клёв. один из самых, наверное, ну, таких прям. Ну ты дошел прям до того уровня, что вот реально вот все вот эти проблемы жилищные по жерлицам, неважно, там я не буду сейчас перечислять, конечно, марки, ты прям сделал, ну, универсал, прям, я говорю, Мерседес. Ну, для ребят. себя. Да. Делал для себя. А тут, видишь, как получилось, вообще никто даже не планировал там, что для кого-то делать. Чисто себе делали. Мишаня, я понимаю, что ты будешь их дорабатывать, и какие у тебя моменты, какие-то, что ты еще хочешь будешь что-то думать? Для каких-то регионов, возможно, там. Есть моменты по доработке. Я хочу сделать еще корпус сочленяемый. То бишь он будет вытягиваться? Чтобы можно, люди просят, там бывает кому и 400 миллиметров нужна длинней. Ничего Прям себе. реально просят. То бишь вытянул, да? Да, нет, не вытянул, а ее развел. Хопа, развел. То бишь она тоже комбинирована будет, да? Да. Хочешь так, хочешь добавил, да? Да. Нифига Ну, себе. есть такие задумки, как бы. И вот эту часть хочу поддоработать на магниты сделать, вот именно, чтобы она ходила, не подгибал никто, ничего. И были случаи, вот у тебя был случай, когда подмерзал, Да, здесь да, вода да, попадала. Вот. Но это тоже, опять, рекомендация, кто идет в такую погоду, знает, вот, что может быть сначала сейчас тепло пролить, а потом дождь. Ну, один раз достаточно сюда пшикнуть. На весь сезон хватит. Вот, хочу вот этот момент чуть доработать. Ну и все-таки остается момент с этими, со световой индикацией. Пока нет вариантов у нас. В этом сезоне будешь еще продавать жерлицы? В этом уже нет. Не сможешь, в этом да? уже не сможем. Летом сможешь продавать жерлицы? Летом, да. Сможешь? Нет, мы берем заказы с братом уже на следующий сезон. На следующий сезон, да? И этот сезон уже все. Остался февраль-март, нам 2 месяца отдать людям, кто заказал. Цена будет валироваться еще? Выше нет. Ну и ниже. Пока нет, да? Нет, вот она зафиксирована такая, хоть и материалы все равно растут. Да выше ее куда делать? Ну подожди, ну вот, материалы тоже дорожают. Материал дорожает, ну, блин. Ну, уже Пока. Людям не по карману. Уже выше. Так 1000 рублей получается. 1000 рублей. Ну, жерлица. дешевле вообще не вариант. Это тогда просто не делать. Ты можешь продать 2-3 жерлицы. От 5. От 5, да? От 5. Потому что, чтобы не дробить там и материал, и все, мы партию делаем. Угу. Вот, какие-то будут у тебя комплекты, ну, я имею в виду, допустим, собранные, там, что-то еще, такого не думаешь пока? Ну, именно комплект, знаешь, там, готовых желез. Вот многие просят, Андрюха, свяжи, говорит, мне донки продай. Я говорю, ну как это, под себя же надо построить? А, ты имеешь в виду по оснащению? Да, по оснащению. Не, пробовали оснащать, это еще времени отнимает очень много. И опять у людей спрашиваешь, блин, а условия? Ну да. Каждый под условия. Конечно, конечно. Я считаю, что это вообще даже, да, это не вариант. Не вариант, конечно. Вот. Поэтому проще самому все это сделать. Сумки. Без сумок у тебя жерлицы, кстати. Без сумок. Тоже смотрели, если самим делать, ну где-то заказывать, дорогие сумки получаются. Проще вот, как мы скидывали ссылки, да. такие готовые уже. Есть покупать. сумки, ребята, да. Они четко влезут, четко влазят, Да. кстати, вообще очень удобно. Ну сейчас в основном вот по статистике 10, по 10 заказывают прям. Это, ну 10 комплект, да, я считаю, 10 комплект по старинке, не да. как по новому. По старинке, да. 10 и сумки вот эти подходят под них. Можем, конечно, поискать, были такие мысли, поискать эти же сумки, чтобы подешевле.
То есть именно по себестоимости комплектных жертв Ну, отдавать, не как вот магазин накручивать. Не, допустим, я имею в виду найти просто людей, которые занимаются шитьем, и сумки у них заказывать с логотипом. Дорого, да? Дорого. Дорого. Партии не те. Если была бы там партия там 1005 сумма, то нормально бы ходила бы. А так сумма дорогая. Они Спасибо, Миш, вообще круто все. Так что нет. Все наглядно объяснил, ребят. Я думаю, вопрос исчерпан. Все, уже никто ничего не будет. Да, вроде ничего не забыли, да? Да. Кто задавали вопрос. Ребят, ну Мишаня сказал, в этом сезоне уже никак. Заказывайте жерлицы, реально крутые. Ссылочку оставим. Телеграм-канал Михаил. Да, у нас этот канал был, на группу перешли поудобнее. Поудобнее, там, да? Ну, по темам разбил. Не то, что поудобнее, а чтобы люди там тоже общались, смотрели это. Потому что бывает теряются то, что которые. Ну, в общем, как-то так, ребят, заказывайте, пацаны сделают, что. Ну, мы еще рыбачим, конечно, а так на будущее заказывайте. Очень крутые жерлицы, и мне очень понравились, реально. И ну, кайф, удобно, прикольно, с душой, да, прям реально, очень классно. Здорово, когда своими руками, и люди оценивают вот отзывы и Молодец, приходят от Мишаня. людей. Здорово, приятно. Ну, как-то так, в общем, ребятки. Так Да. что, давайте, пишите Мише, ответит, я думаю, всем. Ссылку оставлю, заказывайте. Я считаю, что, ну, дорого, но рабочая тема. И, ну, кто жерлищник, тот, ну, кому по кайфу, что я считаю так. Ну, да, кто занимается. Тут кто занимается, конечно, да. Кому-то может так, тоже такой шок какой-то. Вчера вот достали вибы, там 2-3 тысячи вип стоит. Ну, да, у нас коробку да, посмотреть, там да, на да. коробку, там. Ну, тут каждому свое, в общем. Кто зажарится, ребят, я считаю, ну, нужно приобрести, попробовать, кайфануть. Многие уже пацаны взяли и довольны. Я считаю так, что спасибо, Мишань. Тебе спасибо за приглашение. Конечно, да. За тесты. Все. Да, Будем всем рыбачить, пока. ребят. Всем пока. Да. Пишите, задавайте вопросы. Да, только Ну, так. вот, ребят, как-то так. Вот такие дела. Мишаня не с пустыми руками, да, брат? Да, не с пустыми, ты с братом. Брат сейчас в доме пошел. Короче, наш коломенский сомелье выбирал напиток. Что, серьезно? Это хороший. Попробуй. Супруги подсластишь. Это она, ты, наверное, не в курсе, они в курсе, девчонки там смотрят, дубайский шоколад. Серьезно? Это прям именно оттуда. Да ты Прям че, вот серьезно? Я летал, да, привез. Это У реально меня оттуда. дочка будет вообще в Да, шоке. да, да. Вот видишь, даже еще их ценник. Где там. Дубайский шоколад. Да ладно. Там настоящий, там Серьезно? именно оттуда. Ну, работа. Офигеть, понял. Я сейчас, короче, в деревне могу показать, понял. Дубайский шоколад, ребята. Сейчас там все рилсы, короче, там. Ну, мне не зашел как мужику, им зашел. А это мои девчонки, младшая дочка, она ровесница твоей, ходила, выбирала косметичку и там со всякими этими дочками побалуешь. Ну там она свои темы тоже знает, ты это не знаешь. Они разбираются. Спасибо, брат. Большое все. Тебе спасибо. От души, брат. За приглашение. Спасибо. Паша, он в стороне. Братулес, ты что, где ты? Братулес. Дубайский шоколад. Братулес, мой брат. Это от Михаила и от Ивана. Спасибо, братуха. Вообще, от души очень приятно.
Павел, брат, я тебе уже всю колбасу скормил, все сосиски отдал на завтрак, которые завтра были бы. Ты все съел, друг мой. Я тебе как повезу-то тебе, а? На поезде ты грязная, тебе не пустят тебя. Бау, скажи что-нибудь. Бау. Пятак мой. Пятак, такого кабана не прокормить просто. Все, он недоволен. Я ему вроде ему все дал. Все сосиски, все, что есть, отдал. Вечером. Вроде как. Ну, недоволен еще. Ладно. Че, мы потихонечку поехали. Давай, тебе еще раз прошедшим. Спасибо за приглашение, за сборы, прием. Давай, знакомство, да. На связи, не теряем сейчас. Давай. Всегда ждем всех в гости. Здорово, Андрей. Брат. Все, давай, спасибо тебе да, тоже. Всех благ. Давайте. Давай, танцор. Я тебе танцую, все равно. Да, мы Мы все обсудили, да? Black Edition. Все, решили. Попробуем. Ладно, братцы, короче, на связи, спасибо всем, не теряемся. Ну, реально. Блин, ну это прикольно. Я первый раз сейчас так выбирался. Я хотел вас вывести, поэтому. Я же все Новый пасаран или как там. От души. Давайте, братья, все. Все, увидимся, да? Договорились? Поклон. Договорились? Да. Давайте. Все, давайте, пока. Аккуратней. Копите деньги на поездку. Следующее. Ну вот, одни у нас уезжают. Так как грустно даже становится, блин. Время летит быстро. Вообще незаметно. Как приехали, завтра, послезавтра нам самим валить уже. Не поцарапайте. Давай. Давай, братик. Пока. Давай, удачи. Красавчик вообще. Нормально типы. Вообще понравились мне очень. Молодцы. Катушки бы черные сделали. Миша, катушечка. Так, ладно. Погляди, посмотрим, что у нас там ночью, вечерком. Ну, в общем, ползем, все. Потихонечку попали. Туда? Не видно нифига, темно. Ну что, брат, давай, доставай. Я прям жду, что ты взял кого-то. Что-то есть. Есть, да? Ну, ты щука думаешь? Ну да, такая, полторашка. Фига. А может еще с непривычки. Руки забыли, да? Ага. Не набил еще руку. Катушечки хоть помотать. Не понял, вроде на щуку похоже. Вроде на судака похоже. О, нифига себе. Щука, да, полторашка, брат, как ты сказал. Да не, наверное, поменьше. Хорошая. Килушка, кило 200, что-то такое. Такого, да, что-нибудь. Нормально. Давай, брат. Не выдержишь? Нет. Можно, конечно, попробовать, но не хочу. Пошли. Крючки разгибать. Не, переворачивай, брат.
Сюда... Паш, сюда живца нужно. Ага, хорошо. Давай, давай. Кабан ждешь, да? Ждешь меня, пошли. Давай аккуратно, нежно задубал. Вот так. Красота, конечно. Ребята, доброе утро. Блин, погода сегодня вообще бомба просто. Сейчас жерлицы вечером, ночью уже, наверное, ночью, ближе к ночи ходили, проверяли. Такой ветер был, страшное дело, что переворачивает жерлицы даже. А сегодня так спокойно. Ну, есть небольшой ветер, но это ладно, так, мелочи. Шикарно, вообще шикарно. В общем, проснулись, ребят, что? Очередной день. Крайний, так скажем. Завтра уже в путь-дорогу. Сегодня Пашок уезжает. И Серега уезжает домой. Мы остаемся с Пашей вдвоем. Все, банда потихоньку рассасывается. Ну, с нами Балу. Ждет, спал всю ночь возле домика. Вот засранец. Надо подкармливать, короче. Ну, тут какие коты, бродяга, короче. Там подкормят, там подкормят. Кто, короче, кормит, тот и с теми живет. Вот. Что, завтракаем, ребят, что? Что-нибудь приготовим сейчас покушать. Пойдем на лед. Посмотрим сработочки. Так. Такая, знаете, рыбалка, ребят. Мы особо не упираемся прям. Проверяем, переставляем, да, но как бы в большей степени общение, разговоры и так далее. Да, Балу? Балуха? Балу, ты мой Балу. Увези его надо с собой брать, что ли? Балу, иди ко мне, брат мой большой. Грязнобой. Как помыть бы его, блин? Балу, что, держишься, да? Тешишься, Балу? А храпит-то он, ребята, вообще как трактор. Слышно даже на улице, как он храпит. Здоровый, но красавчик. Балуха. Балу. Ну что, погнали на лед. Собираем жерлицы. Будем вставлять ближе к берегу. Лед сильно подмыло, хорошо. У нас еще денечек, чтобы тут возле края постояли. Че, братуха, как настроение? Да, огонь. Нормал? Четко. Да, за берег подмыло уже, хорошо так. Вот. Ну а так-то нормал. Весна. Вон у Сереги сработки есть. Посмотрели в бинокль, ребят. У нас вроде только одна сработка. Плохо. Плохи дела.
Да, ребят, вот смотрите, что творится. Уже все. Уже так. На пределе. Ну сюда морозы идут, так что лед здесь будет. Вот солнышко, блин, ё-моё, это крат солнца вообще. Тут что-то все черное, блин. Такое уже. Давай, сейчас мы проверим. Блин, а? Даже не интересно. А тут вроде как будто да. О! Есть, да? Есть рыбка. Бери. Давай. Лишь бы судачок был. Ну что? Нету? Нету? Ё-моё. Вес. Ну да, покоцанный. Покоцанный живец. Что такое? Живца нет. Живца нету, да? Есть. Живой еще, кстати. Ну, блин, бросай его сюда. Все, улетел. А вчера поймали жерлицу. На твои все кажется, Паш, надо сечь. Да, подсекать надо, да? Все поулетало, блин. Вчера такой ветер был страшный, жесть. Сегодня прям такая погода классная. Я, наверное, на лещатку посижу. Потом. Надо. О, натяжка вроде. Да. Тут вроде полная. Да. О, рыбка. Братик, давай делай. Давай ты. Давай. Там, если у нас что будет, тоже. Нет, здесь подвонки стоит. Подсекать надо на Паш. Покройка караулит. Вы к тем привыкли к рукам. Они эти глотают, единственное, что в план погоды он признак. Поклевок-то очень мало сегодня. Ну вот, ребят. Нифига. Вчера ночью ходили, же все поменяли. Последнего у нас тоже на вымытке нету. Есть, да? Да я буду сеть. Давай, братан, может у тебя рука портовая. Ну. Что-то сидит. Нормальный такой, кстати. Или рука не набита опять. Присядь, брат. Присядь на коленочки. Я не смогу подлететь, если что. Ой, щука, блин. Щука. Хорошая щука, слышь. Двушка, наверное, точно. У нас щука, брат. У нас только щука, брат. Нифига не судаковая. Присядь на коленочки, уйдет она у тебя, зараза. Ну хотя там должно быть. О, щука хорошая, слушай. Пошел, помоги ему. Да иди сюда. Дайте смотреть, а? Ух ты, бля. 2,5. Жирная такая. Пузатенькая, да? Ну, четкая щука. Ну, у нас щучьи крючки, что-то никак не хрустит. Хоть так, да? Да. Хоть так. Щучьи крючки прям делают вещи, ребята. Щуку Ты уже точно знаешь, понял, вымыть. Да, щуку забирает она прям, да. Нормальная щучка, да. Хорошая. Да. Самое интересное, утренних поклевок нет. Да. А тут утренние это, Паша, они, знаешь, какого? Здесь в 11 бывает.
Вот такая. Прям на... Да. Сейчас сколько? 10? Ну, Лужка точно 2200, 2300. А, ты смотрел уже, да? Флаг стоял? Да. Приехал на базу, ребята, живца взять. Бур, удочки, хочу на леща посидеть. Баул приходил, я видел его издалека. Вот следы у него. Он постоял здесь и ушел. Все, ушел брат мой, Бауха. Все, дальше пошел скитаться. Звал, искал, не нашел. Бауха. Кабан ушел. Приходил он, да, я его видел. Попрощался, наверное, так со мной. Ладно, может еще придет. Блин, лед моет, конечно, ребят, страшно. Ух ты, фига, засасывает. Засасывает. Опа. Так, ребят, ну что, пацанов развез. Пошел собираться. Вертулец у меня убирается, там будет, ну тоже вещички там потихоньку. Я посижу, хочу подлещика попробовать половить. Ну что, сработок больше нету, в общем. Да, рыба вообще капризная, конечно. Давайте попробуем. Так, хотя бы пару поклевок, может. Че? Конечно, не в рыбе дело, а так. Потому что у нас так не порыбачить леща. А здесь клюет и даже днем. Прикормка есть, мотыль есть. Поехали. Сейчас, ребятки, пару шариков кинем. Лунки не будил. Лунки есть. Как раз 200-я. И так россыпь. Чуть-чуть у нас тут мотыли. Все дела. Так. Ну чё. Блин, сегодня солнышко, вообще кайф. Пашкина новиночка. Парнишка, кстати, занимается, делает уточки. Вот он ему подзаказывал здесь. Так, ну я чисто на одну на кивочек. Лед, ребята, ест, блин, по 5 сантиметров в день. Мы приезжали, сантиметров 30 было. Сейчас уже сантиметров 12, наверное. Сантиметров 12 ледок-то. Сантиметров 12. Не знаю, будет клевать, не будет. Ну ладно, что. Потихоньку уже рыбалку закругляем. Еще Паша говорю, давай еще вот вечер еще переставим в берег сюда, потому что завтра уже, возможно, опасно будет заходить. В берег поставим. Без мотылочка тут у нас. Ну так, все равно 2-3 поднасадить нужно. Блин, солнышко сегодня, кайф. Как я давно мотылями насаживал, это жесть. Вот что значит не занимаюсь. Все равно ветер, блин. К обеду все равно ветер разгуляется. Растаскивает все равно. Так. Да, насажу. Забыл уже, что такое. Деликатная наживка. Мотыль. Так.
Все, поехали. Глубина где-то 1,4 метра, наверное, тут на точке. Может, поклюет. Не знаю. Нашумел еще, конечно. Сейчас вот ездил. Полчаса надо сидеть, надо по-любому тихо, пока подойдет. Удочки, конечно, кайф. Вообще. Посидим, побалдеем, ребят. Нет, так нет. Поедем. Короче, попробую. Нифига, ребят. Не хохо, не клюет. Там, конечно, надо было садиться, потому что вот там основная масса все сидят, где мы жали, заставили, где я пробовал. Кстати, двух штучек-то я поймал. Ну, не поеду, я думаю, что пугать, тем более Серега сейчас собираться тоже будет уже. Технику надо будет загонять, прицеп. Вот. Надо сидеть, что кормить, искать, кормить. А так, что, да, лечь все-таки. Ну, почему-то сейчас вот там все вот его рыбачат. В прошлый раз, когда я весной приезжал, мы здесь ловили с Пашей хорошо. Да, не в рыбе даже дело-то, ребят. Поездка такая, больше познакомиться. Вот. С Пашком познакомился. Блин, классный чувак. К нему поедем, кстати, на последний лед. Уже договорились. Поедем за судаками. С Мишанькой познакомился. Ну, кто жерлицы делает, в общем. Все парни. Огонь адекватный. День рождения. Отметили день рождения. Потанцевали. Я так давно не танцевал. Уже забыл, когда последний раз танцевал. В общем, поездка такая, ребят, знаете. Такая более отдыхали, так скажем. Отдыхали, общались. Вот. Да, как бы, ну, здесь момент понятен был, что все равно надо уделить время пообщаться, то бишь. Рыбачить это да, это надо заниматься. И так, что, все равно с рыбкой нормально, судачка половили. Немного, конечно, но половили. Щучку поймали, 3600, самая крупная Миша поймал. Вот сейчас на 2100 вытащили, взвешили 2130, что ли. Я так думаю, попробую, посижу. Нифига. Поеду, ребят, в домик. Пообедать надо. Вот, тоже надо потихоньку убираться, собираться. Вещи везде. Что, 3 домика у нас получается. И где-то там вещи, где-то там. Надо все забрать. Сложить, так скажем. Вот. Ну, не клюет. Я уже к обеду. Он все равно с утра. Мужики, вон я подходил. Он с утра и вечером как бы. Ну, наверное, скорее всего, еще и ночью. Мы брали палатку с собой. Ну, столько воды тут было, что не стали ставить. В общем, нормально, ребят. Я очень доволен поездкой в плане знакомств. Вот, в наше время, ребят, знакомство, конечно, и общение — это очень важно, я считаю. Достойных сейчас мало. Люди стали озлобленные какие-то. А вот так нормально. Я рад, ребята. Такие поездки должны быть. Они должны быть. Да, что-то как-то поснимал, все равно. Ну, там, может, кому-то и не понравится. Но здесь, ребята, в большей степени как бы заложено было именно в общении, в знакомстве, как бы. Рыбу свою мы еще успеем поймать.
мы ее поймаем, свою рыбу. А такие моменты, я считаю, что они очень важны. Тут как бы все заинтересованы в хобби вот этом, в рыбалке. И как бы, ну, ничего, ребят, это нужно, это нужно. У нас впереди еще много, ребята, дел всяких разных. Перед поездкой в Тверскую область я пригнал Тафавара, тундру. Надо будет кататься, смотреть, испытывать, обкатывать. У нас еще зимняя рыбалка еще будет. Ого-го, как февраль месяц только начинается, вот самая вот эта такая погода. Снега, конечно, у нас много. Так что мы еще свое успеем. Да и так в целом как бы сезон, я считаю, что прям вообще хорошо начался. Мы очень много щуки половили. Вот, охота на лиму половить, конечно, прям позаниматься налимом. Ну, короче, как-то так. Короче, поехали, ребят, все. Не буду я сидеть. Можно, конечно, и поискать, походить. Туда, естественно, пойти. Там уже все понятно, там лещи есть, все туда ездят, ходят. Ладно, так посидел. На кивочек посмотрел, поиграл. Так. Поедем тоже потихоньку собираться. У нас еще целый день. Вот, завтра утром выезжаем домой. Жариться мы переставим, скорее всего, у берега поставим. Но это посмотрим, еще не знаю, по настроению, конечно. Так-то все, рыбалка, в принципе, прошла уже. Нормально, хорошо половили. Судаков 10 мы точно сняли. Вот. Щук штук 5. Ну, как бы так пойдет. Я считаю, что пойдет. Все, поехали. Домой. Пашку загрузили. Братулец картохи сделал на обед. Пойдем пообедаем. Пашок попрет. Череповец. Ехать тоже не в ближний свет. 12 часов у него получилось, да, Паш? Около того. Так что все равно лучше такую плохую дорогу, там ближе к дому уже по темноте, а так все сегодня уезжают. Убираться надо потихоньку. Блин, вроде так хопа, столько дней думаешь. Блин, время летит вообще незаметно на рыбалке. И Балуха пришел, вернулся. Я думал, он кинул. Нифига. Балу, брат. Балуха. Лежит, отдыхает.
Что ты, братик мой, брат, мой большой собаки. Большой пес. Тяжело, наверное, ноги больные, наверное. Да? Балу, мой друг. Сейчас что-нибудь тебе вынесем. Ух. Чесночок я сюда 3 штуки бахнул. Тоже. Чуть-чуть добавил. Ты помнишь, вкусно. А говорит, меня товарищ один забелить. Забелить? Паш, тебе не соленое? Тоже что любишь? Да. Видишь, у всех по-разному, но почему он, допустим, этот пакет это быстрая еда, вот сейчас взял коробочку там, ну реально ничего такого нет, не соли, знаешь, ну под себя потому что делаешь. Да не то, что под себя, а если ты пересолишь, то уже потом ничего не изменить, а посолить потом каждый может. Они делают среднячок, как бы. Ну да, что типа такого. Ну что ты, как тебе понравилось вообще? Нормально? Ну, Так первый раз выехал вообще на базу, на рыбалку. Вот самое главное. Мишаня, видишь, тоже первый раз они выехали. Горошек может. Мишаня тоже что-то писал, читать. Он за катушечки. Может, всю ночь он приехал, сразу начал 3D принтер там настраивать. Там горчичка домашняя есть, можешь добавить. Да, вот это там. Я беру. Там песочек на мне. Сходу сейчас будет. Тофик рулит. Тофик рулит. Красава. Все, друзья. Спасибо за компанию. Рад знакомству. Хорошо, план на нашей земле. Приезжай, если будет возможность. Нас зови в гости, если Обязательно, мы же вы, уже как говорится, ну я имею в виду, что хотелось бы тоже побывать и у вас там, порыбачить. Ну, рад был знакомству. взаимно. Да и что, Все, Паша, давай. доехать главное. Ну, увидимся. Я уж на следующей неделе в Москве буду. Все, Андрюха, давай. Спасибо. На, братуха. Аккуратненько. Спасибо вам за приглашение. Давай, аккуратнее там. Сильно не горцуй. Я не гоняю. Посмотри колесо, не подпустится потом там где-нибудь. На заправке попробуй покачать. Вот все. О, полетел. Все ребята разъезжаются, так как-то даже грустненько стало. Вот. Да, еще раз побывал здесь. Я уже показывал, ребят. Вот у нас 2 спальни там, точнее, ну спальня, 2 кровати. Я здесь отдыхал. Вот. Стол здесь у нас, кухонка небольшая, санузел. Ну вообще красота. Можно постираться, стирались мы, кстати. Вот. Вообще огонь. И выдаем рядышком. Вот. Ну все, что. Будем потихоньку собираться, пакуемся. Только кучу подарков надарили. Вообще приятно. Пашок привез много чаев, конфет, тушенку какую-то там. Ну, в общем, этот производство свое. Вот, домой повезем. Так, все нормально. Выпили, ребята, компота, сока много. Вот. Ну так, ну и что, рыбку даже поймали. Все хорошо. Сегодня солнце, прям классная погода. Вообще. Вот, уезжать прям неохота, на самом деле. Нормально. Нормально. В общем, что мы с Пашей решили, короче, не переставляться, а тупо сняться.
бродить за этих жерлиц особо работок нету. Короче, вечером просто смотаемся и помоем, высушим жерлиц. И уже все, чтобы уже, ну, не думалось как бы так. Но живца у нас там штук 5 осталось, тем более. Убили живца 200 штук, офигеть бы. Вот. Ну чё, я считаю, ребят, надо вот так ездить, знакомиться. Это вообще круто, это всегда. Я топлю только за это, ребят. Делайте, прям делайте, вот реально. Новые знакомства, новый вот этот движ рыбацкий, я не знаю, это всегда приветствовалось. Классно. Я очень доволен поездкой, вообще доволен. Похулиганили, отдохнули, по-мужски, знаете, вот так все. Отлично. Отлично провели время, прям вообще отлично. Балу будем кормить. Балу. Так, открывашки, ну, тушеночку, ребята, ему с хлебом сейчас сделаю. Я надеюсь, не выпрянет. Пакет уже запрыгнул, Паша. Так, открывашки у нас нет. Открывашки нет. Копи, да, братан. Открыл? Сейчас. Не надо, не черный, брат. Это он вообще сухари уже. А что, думаешь, не будет есть? Блять, надо помягче вот этот вот. Брат, тебе сухари уже пизда. Да как они, вон в пакете размягчились, да? Сейчас посмотрим, съест хлеб или только тушенку. Ага. Все съел, не смог выбрать. Балу. Пойдем кушай, брат. Тушеночку, ребята, ему с хлебушком. Давай, друг мой. На. Ты чё? Давай, ешь. Давай. Это не колбаса. Ты привык на колбасе? Ты че, серьезно? Ну ты фраерок, бля. Балу, ты охуел. Ну давай, это тушенка, банка целая. Вроде начал кушать. Вышел погулять, ребята. Вот такие домики. Много домиков, кстати. Но это разные базы, я так понимаю. Потому что и там, и там, и там все разное. В магазин схожу. Тут магазинчик есть. Куплю водички в дорогу. Туда-сюда. Да, блин, снега нету, это вообще 6. Домой приеду, ребята, у нас зима зимой. Снега у нас вообще, конечно, в этом году. А тут вон ходит красота. Везде коты гуляют. О, даже у кого-то этот курица. Красивые места, да? Да у нас, ребята, можно путешествовать на самом деле. Все вот рвутся. Таиланд, там, Турция. Ребят, по России у нас надо двигаться. У нас очень много мест. Так, вроде правильно, да не помню уже дорогу. Найдем что-нибудь раньше, ребята, я так понимаю. Ну, не знаю, каких годов. Это был детский лагерь большой. А потом как бы развалился, заброшенный стал. И люди начали выкупать земли и строиться. Кстати, скоро, возможно, ребят, будем ездить сюда. То как Братульцу. Пашка купил здесь землю. Хочет построить тоже дом. А может и домики. И будем ездить
уже Пашке. Балдеть, отдыхать. Хочет он поставить все это здесь. Привезем сюда лодку, технику. Ну, дрова продают, ребят. В пакетах. А вот и магазин. И там тоже магазин. Два магазина здесь есть. Нормально. Ну что, Денисок, привет. Вот они, твои удочки. Я говорил, что Братулец ко мне приедет, мы на них порыбачим. Ну, блин, я не порыбачил нифига. А я порыбачил. Я вез палатку, вез полыну, там потом посмотришь, почему мы не поставили ни палатку, ничего, но Братулец затестил, даже поймал. Да, да. Вот. Но он ставил все, короче. Но поймал вот на этом, да? Да, да, я на эти, я две эти поставил, а на это, на игру. Только на игру клевал. Слушай, ну вообще очень круто все сделано. Ну ты вот скажи, да, я просто на удочке никогда не Ну ловил. не, на них четко, Да? четко еще. Такие легенькие они вообще. Вот. Мормышки, кто ты мне положил. Красавчик. Что, пацан занимается, сам делает, да? Да, все полностью. Денис зовут, да? Да. Ну это вот смотри. Вот, А это что это вот получается? Мишаня делает жерлицы, да, прикольно. Но мне кажется, вот удочки тоже достойные. Скажи же. Угу. Вон, ребят, координаты, смотрите. Да, Денис там с чем-то там что-то есть. ВКонтакте есть, Телеграм есть, Рутуб даже есть. Получается, тоже показывают, снимают, я так понимаю. Да, парнишка еще классно. Вот. Ну вообще 15 грамм удочка весит. Он мне прям на весах фотку скидывал. Я так хотел на поплавке вот порыбачить. Просто вообще, блин, ну в палатке. Ну сделано, круто сделано, да, четко, молодец. Да, килочки тут отдельно у меня положил. Ну я приеду сюда, если лед будет. Угу. Да, нормально ты говоришь, да, играет? Конечно, зачем? Братан, смотри, удочка, я раньше на удочке-то, ну, начинал зимнюю рыбалку, конечно, с удочки. Это сбалансирована должна быть, знаешь как, поверь. Да, игра очень важна. Если у тебя не подобран кивок, удильник, от удильника даже зависит игра. Мормышка, то все это, считай, пропал, получается. У тебя не та игра, мормышка в воде ведет себя несущественно, соответственно, у тебя и рыба, как бы не рыба. Вот. Так что здесь такое. Это стационарно, понятно, поставил. Ну да. То бишь у тебя дно есть, вот здесь он сделал поводок с дробинкой грамм и чуть-чуть выше. То бишь одна на дне у тебя лежит полностью, одна чуть повыше стоит. И поплавочек. Ну мы с тобой кайфовали, помнишь, в прошлом году? Да. Мы собрали такие. А так вот, да. Ну это круто, да, круто, конечно. Классно сделано. Вот она подставочка, да? Да. Стоит на подставочке. Ну 15 грамм, братан, вылетают они махом. Да. Глаз да глаз. Я и буду привязывать. Ну а что, ты прикинь, лещ возьмет килограмм, ну 15 грамм он утопит, братан, сразу. Я с ума сойду. То бишь вот так вот. Ну короче вот, Братулец у меня все постоянно где-то что-то находит, короче. Чехольчик заказал, но это уже отдельно. Вот, если что, ребята, пишите, Денис зовут. А там что, Денис фишинг, да? Да. Удочки под заказ. Ну, то бишь сделать под ваш вариант, я так понимаю. Ну да, он делает не то, что прям все, а под заказ, да, делает. Ну, он у меня спрашивал, я не понимал, что говорить, я просто объяснил, как мы рыбачим, и все. Ну, как ты меня вот учил. Ну. А больше я ему ничего не смог объяснить. Рознь Денис, фишинг студия. Вот так вот. Так, что тут написано, зимние удочки. Но он только удочками занимается или что-то еще Я делает? даже не знаю. Зимние удочки и аксессуары ручного производства. А, и аксессуары, получается. Да. Ну, вот что-то типа такого. Ну, наверное, да. Так-то он мне много вопросов задавал, но я ноль в этом, я не понимаю. Я вот чисто объяснил, как мы ловили с тобой. Я говорю, сделай мне, в принципе, так же. Ну, леща много здесь ловить надо, конечно. Опять не получилось, да, братан? Да Блин, так хотели. Пол в машине, палатка в машине. Да, мы же все взяли, в эту поездку все взяли. Ну, блин, я так сказал, день рождения, толпа, блин, тяжело будет, конечно. Так и получилось. Лед еще, братан, ну куда ты? А воды сколько было-то? Заехали. Куда ее ставить? В воду, блин. Ну да. Ну, хотя гидродно у тебя, Да, например. не то пальто. Зима и должна быть зимой. Ну ничего, порыбалишь еще что. Конечно, потестишь, посмотришь. Ну, очень круто, да, все четко. Мне очень нравится, что открытая катушка. Бывает, что, знаешь, вот внутри леска заходит.
и надо разбирать катушку. Здесь все она открыто получается, понимаешь. Барашек этот. То бишь здесь даже можно сделать, есть жестко стопориться, ну как у Миши, допустим, катушка, да, чик и все. Ну, да. А здесь ты подтянул так, что ты можешь как фрикцион сделать. Если ты резко секешь леща, а там кабан, то у тебя она скрутит немножко, понял? Соответственно, здесь вот так. Ну, я считаю, что нормально. Ну, выглядит, да, прикольно, что. Открыто, ну ничего лишнего, ничего. Вообще, все грамотно сделано. Нормально, нормально, пойдет. Все ништяк, кстати, тестим. Ну, ты уже поймал, ты обновил. Я уже обновил, братан, да. 2 штучек я взял по нему, на эту поймал. А ты, получается, его так вытащил и перевернул, да? Ну, конечно, конечно, кивок. Кивок, да. Понял. Сейчас покажу даже как он. Ну что, еще, браток, тебя с днем рождения, здоровья тебе, как говорится. Чтобы семья любила, чтобы... Поздравлял. Чтобы сын рос, дочка, чтобы радовал, чтобы все было хорошо, братан, давай. Орет там, знаешь, как Андрюхе давал. Соскучился. Увидимся, увидимся, как говорится, на нашей Тверской земле еще не раз. Да. Дрюня, брат. Пока. Давай. Давай. Давай, Серега. Приезжай еще. Или мы к тебе обязательно, с семьей. Давай, конечно. Вот возможность, да, Юрочка? Мы приедем с грибочками, за ягодками. Подтягивайте ее. И не то, что за этим мы приедем к тебе, к твоей семье. Ко в мне, гости, ко мне, да. Ко мне в гости. Будем отдохнем, как говорится. Брат, большой брат. Короче, приедешь домой, вот так подойдешь, вот так вот, маму, вот так вот, вот так, вот так, вот крепко, как ты можешь, от меня. Все, понял. Скажи, Серега сказал тебя мне. Юлия мне тоже поцелуй воздушный. Давай, тут собрались самая элита. Будьте все самые. Главное, будьте здоровы, чтобы это сам хватало. Вот так приехать. Знаешь, Люк, потом, когда сил не будет, Да. будет возможность, да, а сил да. не будет. Живем сегодня только, да. Будешь только сидеть в окошко глядеть. Поэтому надо, ребят, выезжать, пока есть возможность. Отдыхать. 100%. Это да. Это самое. И, как говорится, Давайте аккуратненько. Потом отпишись, как приедете. все, что было у нас. Давай, брат. Ну вот еще одни уехали. Все, ребятки, остались мы одни. Давай, давай. Все, всех проводили. Всех встретили, всех проводили. Вот, у нас еще одна ночь осталась. Жерлицы еще на льду. Потом попозже пойдем соберем жерлицы. Ну, как-то так, монотонно домой. Да. Как-то грустно даже немножко. Ну, ничего. Главное, что встретились, ребята. Вот почаще встречайтесь. Вот прям топите за эту тему. Я вот прям топлю и, блин, это круто. На самом деле. Большой брат уехал. А Балуха где? А Балуха еще ждет. Балуха нас не покидает. Да, Балух? Брат мой, носатый кабан. Тушенку покушал? Молодец. Чего тебе еще? Сейчас потом остатки тебе что-нибудь дадим еще. Раз не уезжаешь, не уходишь. Молодец. Кабаняра. Ну все, ребятки, вот последний наше дежавю, так скажем. Пашок еще ходил, поменял даже живца, ребята, пока я там дома был. Один загар, мать его. Все, заканчиваем рыбалку, ребят, на сегодня, на эту поездку. Это все, последняя рыбалка.
Ну вот один загар, не знаю, что там. Ну не ходит рыбка, не ходит нифига, не ходит. Ветерок опять поднялся. Айда что-нибудь хорошее, брат, а? Как думаешь? Не, нифига, ну. Ё-моё. Короче, такая себе. Все, вот стоит, ребята. Все на ладони. Нет сработок. Нифига нет. Ну, здесь еще понятно, что тоже рыбы нет. Сейчас заберем и все. Все, ребятки, снялись дома. Все, сейчас помоем, просушим, и все, будет готовы. Вот такие дела. Вот так выглядит жерлица. Пачкой, так скажем. Вот. Сейчас Мишаня стал делать еще вот тут надписи. Не, это мне. А, это тебе, да. Пашку сделал такие надписи, короче. Все, моем, упаковываем, сушим. Все хорошо. Ну вот и тронули. В 4 утра подъем, 5 утра стартанули, ребята, до Москвы. Дорога дальняя, сложная. Надо успеть заранее приехать к вокзалу, пройти все проверки, ну, естественно, загрузиться и уже трогать до дома. Закончилась, ребята, еще одна поездка в Тверскую область. Много уже что сказано, но в конце, конечно, хотелось подытожить. Прошло все на высшем уровне, и хотелось бы подчеркнуть, друзья, что здесь встречи не друзей, ни близких, ни знакомых, ни корешей, ни сослуживцев, ни братьев и так далее. Хотя и называю всех братьями, но здесь, ребята, встретились неизвестные люди друг другу. Понимаете? Вот я хотел навести вам какой смысл, что здесь в один прекрасный момент встретились незнакомые лица. Я не знал Пашу, я не знал Мишу, Ваню. Также и Миша, Ваня, Пашу не знал, ну, в жизни никак. Ну, может, какой-то там телефонный разговор или там WhatsApp, ну, неважно. Вот это, ребята, самое интересное, самое крутое. Потому что, когда ты знаком с человеком, когда-то ты с ним встречался, и прошло какое-то время, и ты снова с ним встречаешься, тебе немного проще. Ну, а здесь, конечно, здесь совсем все по-другому. В общем, прощаюсь с братульцом. Братан, как обычно, меня сопроводил, помог загрузиться мне в вагон, упаковать вещи. Ну и я стартанул, ребята, до дома. Ехать мне 26 часов до Сыктывкара и еще 100 километров до моей деревушки родной. По дороге уже начинал появляться снег, и чем дальше я продвигался вглубь, к северу, тем снега становилось все больше и больше. Ну и температура воздуха все ниже и ниже. В общем, север, ребята, какой-никакой, он сейчас, конечно, мягкий, но все-таки это север. По пути до дому, сидя в вагоне, много чего задумывалось, раздумывалось о данной поездке. Думал, как все прошло, как ребята подумали, ну, обо мне, допустим. Но опять же, ребят, съемки вести очень сложно, когда ты не знаешь человека, когда много людей. Здесь вы немножко меня, ребят, поймите, и как смог, так снял эту историю из 6 частей. Дома ждали меня уже друзья, и все, ребята, машина до дома. Я всем желаю, ребята, крепкого здоровья, встречайтесь и дружите, и все будет круто. Все, Дрюня на связи, всем пока.